вы все конченые мудаки, куски говна. Там. Гопота ебаная. Не расслаблять булки ни на секунду. Вот это нам дали пизды. Пацаны, мы едем на мажор, мы проиграли хучу. Когда ты начал поправляться, скажем так? Ты любил пожрать пельмешки или что-то случилось? Пауза ставят на праках, чтобы суши принять. Тут такое ощущение, что такие звери сидят голодные. Им только дай мясо с кровью, они его будут жрать. Я тупо начал так там. Ну ладно, значит, мне показалось. В смысле, что там? Даня уже совсем постарел. Какой крутой чувак, хочу с ним в команде играть. Выиграть один матч, вот этот один, но мы должны были его выиграть. Ну и что? Мы запишем Бумыч интервью. Только до утра. Начинаем запись, поехали. И остается буквально несколько секунд. Ситуация 1 в 1. Надо что-то делать. Хэдшот. Отлично. Кулаки тиммейтам. Отлично, мы начинаем запись интервью с Кириллом Бумычем. Уа! Давай поаплодируем этому событию, супер. Кирилл в гостях у Дани Зевса. Короче, начитался я комментариев, Кирилл, под своими предыдущими интервью. Говорят, Даня, сухо получается, не хватает драйва, не хватает какого-то трэша. Ну не знаю, это же интервью, оно должно быть информативным, это же вам не какой-то трэшняк, да, который там нарезал там Райс, к примеру, который показывается с ёбами. Здесь как бы, ну, давай попробуем записать живое интервью. На самом деле, еще скажу тебе, Кирюха, чем сложно писать вот такое динамичное живое интервью, потому что мои редакторы, да, которые работают со мной, они готовят вопросы. И вот я сейчас опять открыл список, ну, перед тем, как готовиться к тебе, тут просто очередной раз сотня вопросов, понимаешь, и не, было 100, сейчас 150. И там уже, знаете, там вопрос типа, вопросы типа уже начинаются типа, ну спроси, как Кирилл там сейчас стал капитаном, а когда он не был капитаном, а что произошло у него за год, когда он капитан, и вот все, ну, вот, знаешь, один вопрос, который они раскручивают, короче, да, в одной теме. Поэтому будем пытаться делать живенько, да, наверное, где-то буду стараться от себя спрашивать. Да, когда ты от себя будешь спрашивать, мне кажется, там может быть интересный контентик, знаешь, местами. Может вообще, да, там сказать, типа, интервью попу. Да, еще стараемся, короче, сейчас это мое такое вступление легкое, да, еще стараемся делать все четенько, поспоминать старые какие-то крутые вещи, да, но, понимаешь, еще людям, нам кажется, интересно послушать капитана команды, которая претендует на чемпионство мира, которая уже вот совсем рядом, да, и узнать какие-то секреты, да, какие-то вот вещи, которые приобрел вот этот капитан, который сидит, капитанище, сука, который сидит, который прорвался от малого пацана, да, который пел там на стримах какие-то песни, до лидера вот такой команды. Было дело. Ладно, Кирюх, начинаем. Скажи, как вообще, чем ты сейчас занимаешься? Вот почему мы не могли с тобой состыковаться какое-то время к интервью? Тренировки, отдых, телочки, стрепуха, что, где ты, как ты, давай, хорошо. Да все обычно, тренировки, потому что сейчас огромное количество турниров, которые мы играли, и конец года. Вот, то есть мы сейчас остановились, скажем так, на 2 финалах, которые мы не смогли выиграть, ведя там 2 раза 2-0 уже. Но это отдельная история. Вот, и сейчас конец года, осталось 2 турнира, которые уже хочется победить и реально выиграть в онлайне. У нас сейчас получается 2 турнира. Это Blast, да? И какой финал, второй? да. Какой? И EM Global еще. EM Global. В какие даты они будут проходить?
8-13 первый Мгм. турнир, это Blast финала. Вот. Да. Первая игра там у нас Астралис. И 15-20 будет EM Global, вроде бы, да. У нас там группа Liquid, Фурия, что-то такое. Не Ты помню, же что. понимаешь, это интервью посмотрят как раз перед этими финалами. Я надеюсь, Виталик, наша задача перед этими финалами будет выложить это интервью, потому что люди же будут делать ставочки, они должны понимать, в какой команде форме. Слушай, ну раз затронули, давай сейчас поговорим с тобой. Я брал интервью до этого, до тебя у Электроника. Очень интересно мы обсуждали вот эти вот особенно ваши проигрыши. Давай поговорим с тобой сейчас о проигрышах двух. Первое это Астралис финал. Второй это, ну вот сейчас Vitality. И поговорим, какие вы сделали выводы и как вы будете тренироваться к этим турнирам. И чего ты ожидаешь от этих турниров и какой турнир все-таки больше в приоритете. Да? Так, итак, давай, поехали. Проигрыш Астралис. Вопрос, который беспокоит всех. Насколько неудобно готовиться к команде, у которой 6 и более игроков? Да на самом деле все равно они как бы уже сыграли свои матчи. Там Виталис как делают то, что у них на определенных картах играют игроки. То есть там Невера на Инферно на Дасте играет, там на Инферно теперь там не играет Шокс и так далее. На самом деле готовишься ты также к ним и на демках видишь все то же самое, как и у пятерых. То есть было бы интересно, если бы, знаешь, они меняли. То есть вот в этот раз пятерка сыграл на этой карте, там потом, а так они как бы сделали чуть-чуть комплексно. Они упростили. Да, упростили. Но это прикольно, то есть то, что некоторые игроки чувствуют более увереннее, там, чем другие. Они могут менять их и выполнять эту роль. Там. Ну, это за этим будущее, наверное, там 6-мен ростер, 7-мен ростер, неизвестно. Астралис сейчас вернули вообще свою пятерочку, которую мы не проигрывали, кстати, еще скатовиться. Ага. Вот, и кто там? Подожди, я не успел там посмотреть, кто там у них. Ну, сейчас Xipnix вернулся вместо Эстритега, Эстритег ушел в Cloud9. Вот, тем составом, то есть они у нас еще не выигрывали, вот скатовиться. То есть, который мы проиграли финал, это был с Эстритегом еще, то есть его последний турнир вообще вроде бы был перед уходом в Cloud9. И сейчас мы вот снова с ними играем в первом матче. Хорошо, что проиграли финал? Финал был сложный, финал был большой с Астралис, его смотрел весь мир. Что случилось, по твоему мнению? Вот слушай, ну как я помню, то, что когда была третья карта, это был нюк вроде бы, мы вели 12-6, и у нас был там реально клевый геймплан, которым можно было удивлять. Но, мне кажется, настолько все хотели выиграть, и такой мандраж был, то есть такая быстрая инфа, знаешь, вот как на ланах, когда просто вот, ты чувствуешь, что победа, она очень рядом, и начинаются такие ошибки, которые просто дают противникам вернуться в игру. И они начали вести на нюке, то есть, как бы сам понимаешь, что за КТ на нюке легко так набирать экономику, дожимать, то есть, ну, реально тяжело за атаку играть. И там нужно все время как-то mind games делать какой-то, потому что все сейчас демки смотрят, уже реально тяжело на нюке, то есть все как-то удивляют новыми раундами, и там вот началась такая небольшая паника, кто-то там ошибку допустил, там ошибку, и вот упустили вот эту игру, и не смогли дожать на нюке. Подожди, по-моему, это на нюке вы за атаку камбэчили, нет, если не ошибаюсь, в этой игре? Не, мы, по-моему, вели мы 12-6, да, и вот я помню на первом бае там ошибка, это раз-два, и так все пошло, и все понимали на тот момент, что мы начали ошибаться, какая-то вот именно спешка была, мы торопились. И из-за этого, вот, я могу сказать, да, дали карту. Возможно, как-то хотели уже быстрее выиграть или чувствовали, не знаю, вот просто реально была спешка и такие нечеткие движения. Кстати, так как мы общаемся нечасто, пользуюсь уже случаем, тоже в этом интервью, может быть, какие-то капитанские даже дам советы, чем смогу тоже искренне что-то полезное. Вот по поводу спешки ты очень четко подметил. Вот совет номер один, когда, если ты это замечаешь, потому что часто мы только это понимаем, анализируем после, после чемпионата. Ну, я понимаю, да, после турнира. Да, то есть вот, и если ты замечаешь это во время игры, вот я это заметил, вот тот легендарный раунд на мажоре, да, против Астралис, когда я стоял на базе, помнишь, там вот с Клаком. Вот как раз потому, что я почувствовал вот эту вот спешку и, по сути, как бы попытался замедлить игру. Поэтому, если ты единственный способ замедлить спешку, это захалдить максимально. И тебе нужно просто этот момент как бы
если ты его Да, почувствовал. или поставить паузу, проще говоря. То есть есть Паузу на понятное базе, дело. замедлить, вот максимально просто начать играть медленно. Даже если вы сделаете на пару раундов какую-то чушь, вы потом придете в себя и адаптируетесь быстрее, сыграть потом какие-то раунды. Если у вас запас, конечно, есть раундов, безусловно. Ну хорошо, Нюк. Дальше, Трейн. Почему вы проиграли Трейн, Да. если Трейн вообще по всем опросам, вот все были уверены, что вы его заберете, судя по той игре, которая у вас шла, даже тогда. Да, трейн у нас был всегда с Астралис достаточно плотный, потому что они реально круто его играли. Но и, скажем так, наша карта это одна из сильных вообще и на данный момент, наверное. И вообще всегда мы его играли реально хорошо. Судя вообще по матчам, по статистике, даже на Хеллтоворк все приводят, все всегда аналитики перед турниром говорят, что Нави пикнет Давай трейн, немножко Нави пикнет трейн. углубимся, окунемся, как вы готовите, вот у вас игра с Астралис, Трейн, как происходит процесс подготовки? Приходит Андрюша Блейд, да, тренер. Вообще, как с Блейдом обстоят дела? Раз так уже просто, чтобы да, мы все могли То понять. есть, ну, это совместная работа. Сначала Андрей собирает какой-то материал, после этого мы вместе с ним его обговариваем, готовим геймплан, думаем, что можно сделать, что они будут делать, решаем также маппета, ну, то есть полная работа. И после этого уже собираемся на командный сбор, где, в принципе, говорим, что будет по игре и так далее. Бывает такое, что типа ты вот кардинально не согласен с Блейдом, или Блейд с тобой, и вы начинаете спорить, и ты такой, да я здесь капитан, он такой, а я здесь тренер. Ну, вот в таком формате бывает что-то? Ну, я бы сказал, что на моей памяти там был один момент, когда я говорил, что вот это может заканать. Он говорил, да нет, он не успеет там что-то пикнуть и так далее. Но если ты заколешь, он сказал, то тогда делай. Хорошо, заколь. Хорошо. А так За кем обычно последнее пытаемся- слово? Да нету такого, честно. То есть мы пытаемся прийти как-то конструктивно вообще, почему это сработает, почему нет. То есть найти все плюсы, минусы и прийти как бы к общему мнению. Вот у нас больше так. Нет такого, что кто-то решает больше. То есть это как бы совместная работа, и по процентажу мы смотрим вообще, что зайдет, что не зайдет. И ищем как бы самое правильное решение. Ты работал с Мишей Кейном какое-то время, да, как с тренером. Ну, ты не капитаном был, ну просто я с ним работал, все равно он был тренером. Ты работал с другими тренерами, подожди, это же твой известный, как его, XO. XO, да, то есть известнейший, да, этот тренер. Потом ты работал с другими какими-то, по-моему, тренерами. Кто у тебя еще был? Хама был тренер еще, когда я играл в ЕПГ. Потом был тренер еще XO, Пипсон был в Винстрайке. Пипсон Потом еще, я да. еще в Винстрайке успел застать, по-моему, недельку или две Джонту. Вот, он перешел к нам, но в этот момент как бы я к вам ушел уже в команду. Я успел с ним буквально недельку-две, как я сказал, поработать. Блейд лучший тренер из всех? Что, смотря для тебя, лучший? Нет, для тебя. Вот ты же работал с разными тренерами. Я понимаю. Ну, я могу сказать, что Андрей это один из... То есть самый тренер, который больше всего дает себе дело, который работает больше всех и старается выполнять эту работу качественно, как я считаю. То есть он вот и предан своему делу. Это важно, конечно. То есть именно не в желании, понимаешь, то есть, а именно вот делом. То есть он больше всего времени, мне кажется, работает. Он мало того, что он до хрена работает, так он еще, я так понимаю, очень круто строит конструктивно, да, вот конструктивную такую линию игры. Да, он всегда объясняет, что, зачем и так далее. То есть вырабатывает, скажем так, у всех игроков понимание, зачем мы это делаем, да. То есть нет такого, что он заколет какой-то раунд, который, никто не будет понимать, зачем он делает. Мы всегда, то есть, разбираем, для чего это делается, почему. У вас есть такое, как глобальная стратегия на карту против команды? Вот есть, допустим, список раундов, там, допустим, 10, да, условно, а есть вот стратегия. То есть мы будем большую часть игры строить, там, ебашить их там на трейне, допустим, там, вверх-вниз плюс мидл, потом там, раскачивать по карте, уходить там зелень или Б, или мы будем их ломать через зелень. Вот у вас есть такая вот общая стратегия, или вы четко накидываете их игру и раунды? От чего строится ваша игра? Но это опять же зависит от соперника, от геймплана. То есть бывали такие, как раз таки, как ты говоришь, стратегии, да. То есть есть команды, которые на примере карт Overpass возьмем, которые там играют в мясе чаще всего в подвале, да. Вот, иногда мы отталкиваемся, что там сначала мы займем эту позицию, там убьем, и после этого уже разыграем какой-то любой раунд и так далее. То есть есть такое. Это опять же зависит всегда от соперника по-разному. Основная причина какая? Давай трейн и перейдем дальше. Проиграли Астралис. Почему? Ты считаешь объективно основная причина? Ну, я могу сказать, Говорите. что просто... То есть,
Говорите. Ну, знаешь, нету такой, знаешь, одной причины, по которой проиграли. Опять же, ну, просто ошибались в игре. Понятное дело, ну, ошибались в игре. Где-то сыграли слабее, где-то зарешалась пешка. Но если конкретно, вот кратко о каждой карте, то я считаю, что мы отдали наш нюк, который мы должны были забирать. Трейн, который был вообще, можно сказать, такой один из исторических карт в финалах, потому что там был нереальный камбэк, что там либо с 14-1, либо с 13-2, то есть мы делали допы, вели, у нас был турнамент point, вообще можно сказать, то есть там 18-17 мы вели, Сильно. была ситуация 4-3, когда мы вышли на пустое Б, и они отдали Б, и Стритек играл с АВП, вообще там за нефтью стоял. То есть это все вышли уже просто поставить бомбу, но бомба оказалась у Саши, который был на верхнем, он упал, отдает бомбу, мы отдаем этот раунд, проигрываем допы. То есть это Трейн был даже ближе, знаешь, в игре, чем Нюк было, потому что там был вот именно все, point один, просто 4-3, зайти на пустое Б, поставить бомбу, все. И знаешь, мне кажется, в ситуации 4-3 занятым Б-плентом, когда два авика... Ну, понятно, понятно, это тяжело ваше выбить было. уже нервы. То есть, я могу сказать, что пятая карта оверпас, это было уже, знаешь, истощение, потому что мы вообще не играли не в свою игру, мы не могли не попасть. В принципе, ну, просто ничего уже не получалось. Кстати, мне ты не кажется, обратил там внимания, что вы сказали, что у вас устали. сильный оверпас, на котором вы там чувствуете игру, и вот два вот таких вот проигрыша, без шансов виталити и... Ну смотри, насчет того, что говорил сильный оверпас и так далее, это я сказал уже после финала, который мы проиграли Астралис, потому что я считаю, что именно та игра с Астралис, это было не наш оверпас, потому что это была пятая карта, возможно, как-то морально повлияло то, что мы вели 2-0 и уже 2-2, то, что мы устали, пятая карта, то есть финал уже там шел 7-й час, и в принципе это был долгий турнир ESL Pro League, где мы сыграли кучу матчей, и уже игроки все подустали. Понятное дело, что нужно доигрывать игры до конца, но где-то просто не смогли показать игру. После этого мы пикнули его как раз против Астралис в том же Best of 3 в четвертьфинале. Выиграли, понятное дело, что не без шансов, но достаточно плотно показали хороший дефенс. Вы там вообще смотрелись как-то пожестче. Да, против Ладно. Виталити, опять же, могу сказать, Да. что началось все с того, что Шокс просто начал ломать нам атаку, и у него получалось давать эти мультикиллы, то есть он убил 2 раза двоих в подвале, 1 раз убил двоих на длине, и в принципе... Я бы сказал, что Шокс им реально сделал огромный импакт на оверпасе, чтобы вернуть их вообще в эту Best of 5. Ну, то же Вот с самое него всё началось. Элик сказал, на самом деле. Он тоже Да, хорошо потому что он ломал игру, он не дал, в принципе, не дойти ничего. То есть мы как бы разваливались на занимании зон. То есть мы даже не успевали сделать никакой раунд и так далее, потому что оверпас карта большая, пока ты не занял зоны, как бы, ну, раундов скриптовых мало. Какая разница между проигрышем Астралис и ваши ощущения и Виталити? Как вы вообще, в принципе, себя чувствовали там? Какие у вас были там эмоции после Виталити? Какой был обидней проигрыш? Ну, честно сказать, знаешь, тяжело сказать, какой обиднее. Они оба очень обидные, потому что, знаешь, остановиться на последнем шаге, так скажем, перед взятием, то есть ты ведешь 2-0. Обиднее, наверное, все-таки финал с Виталити, потому что это случилось уже 2-й раз подряд, то есть это 2-й турнир, для которого нас. И опять же, обиднее, наверное, с той точки зрения, что мы именно выиграли 2 первые карты, не одну по верхней сетке, как бы, да, как с Астралис было, что мы 1-0 вели автоматически. Вот, с Виталити, то есть ведешь уже 2-0, выиграл 2 карты свои, и это обидно, когда это случается. Что случилось с командой? Как вы это потом 3 без шансов прососали? Причем 3 без шансов. Что случилось? Прососали, да, ну, это сильно звучит, конечно. Не, ну хорошо, прососали это без как бы подтекста, что это типа вы лохи там, да, или вот вы насосали. Нет, а с подтекста, что типа, ну, обидно, потому что всем обидно, на самом деле, болельщики, Да, которые обидно, болеют за конечно. Нави, как бы, знаешь, и тут вопрос в том, что без шансов, потому что, то есть не 16-14 поборолись вот эта вот игра, да, а вот тут, вот, кстати, с Астралис, там была более какая-то вязкая такая игра, да, вот, в которой вы реально, вам вот этот вот поинт, и вы вообще вот одной ногой уже были победителями. То есть вот этот раунд, который ты сейчас, то там как бы более уверенный счета против вас и победа. Что твое мнение, почему Ну, так? опять же, как я сказал, они просто засноуболили нас на оверпасе, с этого все началось. После этого последовал Инферно, на котором у нас реально огромное количество времени уже проблемы в защите, что нас начинают растягивать по карте. В принципе, они просто занимали зоны, растягивали нас. Ну, просто это, скажем так, было много ошибок по игре, где они оказались сильнее. И 5-я карта — это вообще отдельная история, потому что, скажем так, никто бы не знает, как пошла бы 5-я карта Мираж, если бы не 2 клатча вот этих, отданные глупым
вообще нами, потому что просто не доиграли до конца, как реально Саша говорил на стримах, везде просто где-то прыгни, забайте, закайте, а не просто выйди. Ну, то есть, знаешь, в тех моментах в голове уже, что ты взял раунд, и ты просто бежишь. И Ты имеешь в виду, не когда обдумываешь, заебу, как допустим, в себя пистолетах раздал? Да, заебу пистолетка, то есть, опять же, просто там запрыгнуть одному, отвести прицел, ну, не выйти в линию. Ну, об этом уже 1000 раз говорилось, как бы, все обычно, это действительно то, что может чуть-чуть подломить морально. Вы мощнились после Астралис или после Виталити? Был какой-то вот такой вот негатив у вас вообще? Ну, честно только давай, вот реально. Ну, да нет, знаешь, особо никакого негатива не было, просто было обидно, что отдали 2 финала наших, то есть, ну, сначала там с Астралис был, ну, знаешь, просто было такое, сначала 5 минут молчания, там кто-то в тилте был, я там просто с Астралис, когда мы проиграли на буткемпе, сидел просто там вот так вот, футболкой закрыл свое лицо, сидел 30 минут, не верил, что вообще такое могло произойти, так было все близко, и столько работы проделали, и так хотелось выиграть. Вот, с Виталити, знаешь, это осознание того, что это произошло второй раз, то же самое, и просто мы говорим, что, ну, сказали тогда в тот день слова, что, ну, видимо, мы не готовы еще выигрывать турниры, и нужно работать дальше. И все. Это Ну, кто так понятное дело, сказал? что Кто все. эти слова сказал? Ну, Саша так сказал, вот, в принципе, но... Ну, сказал, он что, в типа, негативном ключе сказал или Не, спокойно? ну, он сказал, что, типа, ребят, ну, видимо, мы не готовы еще, типа, выигрывать турниры. Саша Вот, то так, есть- Симпл сказал. Да, но он сказал. Это либо написал, я не помню. Ну, типа, не то, что в негативном ключе он сказал, просто, видимо, не готовы Ну, были это к этому круто, финалу, на что-то самом такое. деле. Вот. Ну, как-то все, ну, знаешь, некоторые слова, я думаю, что вообще в тот день говорились, там особо, опять же, я не помню, чего такого, знаешь, что можно обсуждать, там какие-то негативы там и так далее. Просто было такое молчание. И Ну, короче, расстроились, расстройство, и- обида, понятно. Да, ну и обсуждение каких-то моментов, типа, Слышишь, вот этого пистолетного раунда. ну понятно, его там потом все еще обсуждали, показывали, укладывали. Но Заеву можно тоже ему отдать должное, потому что раздал он, конечно, жестко. То есть вы не попали, он этим воспользовался и сделал очень все Карма, быстро. карма. Ладно, скажи мне, как вы сейчас тренируетесь, какие вы сделали выводы, над какими картами сейчас больше работаете и какой турнир у вас в приоритете, почему будете его, как короче, будете побеждать? Можно ли на вас да бабки ставить? Всех один вопрос интересует, реально. Слушай, но всегда это на свой страх и риск, так скажем, бабки ставить и так далее. На Нави, тем более, есть поговорки разные, там, не ставь на Нави, не ставь против Нави. Многие придерживаются этого и остаются рады, но некоторые любят и рискнуть, знаешь, лудоманчики. Ну, как мы тренируемся? Обычно подходим к турниру, то есть мы понимаем, что мы вышли в 2 финала, у нас есть какая-то наигранная игровая форма, где-то нужно потянуть индивидуалочку, где-то обсудить ошибки, то есть обычная работа над ошибками, тренировки, праки. Какой турнир в приоритете? Я бы сказал, что эти турниры 2 в приоритете, то есть это конец года, как я напомню, и хочется выиграть 2 турнира. То есть это реально сделать. Легче, я думаю, будет играть турнир первый, потому что Blast, ну, скажем так, у нас было время подготовиться, и чем-то мы можем удивить, а после этого уже можно будет посмотреть наши демки где-то. Сколько вы сейчас уже тренируетесь? Ну, вот, скажем так, сейчас надо посчитать. Деньков 8-9 полноценных мы провели. Уже это после финала проиграно. Да, Причем вы уже уже, 8-9 дней. подожди, а сколько всего финал назад был? Вы же отдыхали? Я там? не помню. Ну, несколько дней там было, да, отдыха. Ага, то есть вы совсем немножко отдохнули, да? То есть, Ну, получается. там 3-4 дня, по-моему, отдохнули. Слышишь, и всё. ничего себе, ну молодцы. И получается, сколько дней в неделю вы сейчас тренируетесь, какой у вас вообще загруз? Вот у вас 4 число, финал начинается 13, по-моему, да? То есть, или какого? Да. То есть, сколько? 13. Не, 8-го турнир начинается. 8, вот. 8-го, вот. да, первая игра. Мгм. По 13. А. Да, но вообще тренируемся, если брать именно вот рабочую неделю, то мы тренируемся 5 дней из 7, 2 выходных. Это если, ну, как бы нету турнир в эту неделю промежуток. Вот. Иногда там 6 дней тренируемся, 1 выходной. Ну, как бы по-разному. Но вообще больше делаем, когда 2 выходных. Ты считаешь себя лидером вообще в команде сейчас? У меня есть какие-то лидерские качества, и они еще были с Винстрайка. Тяжело в этой команде было их раскрыть, потому что как-то не чувствовал, знаешь, что здесь авторитет и так далее. Даже когда стал капитаном, его нужно заработать, как я говорил. Но могу сказать, что я работаю над этим. Эликс сказал в интервью, что у тебя бывают такие моменты, когда ты просто
во время игры принимаешь быстрое, резкое решение, не до конца, ну, примерно мы так это обсуждали с ним, да, Импульсивно. импульсивно и там зачастую, да, или иногда оно не своевременное, то есть оно неправильное, потому что у вас там, грубо говоря, выгодные позиции, да, или там у вас не разведанная там другая территория, и вы как бы делаете очень резкое движение, и вас на этом ловят, условно, да, но при этом, это к тебе вопрос, если ты его в любом случае принимаешь, это важно для капитана, да, почему я говорю про лидера, потому что когда капитан принимает такое решение и команда за ним идет, значит он лидер и значит команда слушает четко своего капитана. У вас это так работает или у вас немножко по-другому? Как это выглядит? Ну, стараются, конечно, все игроки. Я бы сказал, что есть разные ситуации на карте. То есть, опять же, все зависит от коммуникации, но не было такого, знаешь, что я что-то говорю, и кто-то меня не слушает. Есть такое, что когда я какой-то кол даю, просто кто-то занят там в своей точке, знает, он может найти килл сейчас и так далее, и они могут просто задержаться, либо что-то свое сделать. Не, смотри, я тебе приведу пример. Мне понравился, ну, мы эту тему обсуждали с Ламычем, вот, в интервью, и он сказал о том, что какая была крутая коммуникация в Mo Sports. Это был уровень коммуникации такой, что капитан даже, он говорит, во-первых, каждый мог предложить кол, и какой-то пример, но каждый мог сказать: чувак, подожди, у меня тут типа там крутая ситуация, дай мне возможность там что-то сделать, или там лучше послушайте меня, я чувствую там, вот, понял, то есть они, короче, вот максимально пытались не спорить с человеком, который там, или с капитаном, который говорит, что делать, а быстро обсудить и сказать, да, донести, что это типа может не своевременно, или давай что-то другое, понял, то есть, и это на самом деле, считаю, высшая тема, высшая форма человечества, вот. Ну, вообще просто сейчас как бы Андрей в последнее время работает со мной над тем, чтобы я качественнее обдумывал свои вообще решения, и когда даже кто-то предлагает, что можно сейчас сделать это и так далее, прежде чем как согласиться или отказаться, мне нужно подумать, сработает ли это или так далее, потому что я много раз наступал уже на грабли, что я что-то принимаю, говорю, да, окей, но в итоге это оказывается не очень, скажем так, как получается. И потом, как бы, знаешь, ну, все-таки я согласился, как бы мое решение было. Я не могу винить человека, там, который это сказал. То есть это я сказал, окей, давай, да, сделаем. Я сейчас как бы учусь больше это правильнее обрабатывать, эту информацию, и думать, стоит ли это делать или нет. То есть работа идет. Работа идет. Ты, когда начинал только капитаном, ты сказал, что ты не чувствуешь, что ты там хороший капитан, что тебе нужно до хрена проделать работы. Сейчас ты чувствуешь себя уже сильным, мощным капитаном в команде? Это такой, знаешь, провокационный вопрос. Не люблю судить себя. Не люблю судить как-то про себя вообще, говорить там, чувствую ли себя сильным капитаном, сейчас слабым капитаном. Я знаю, что просто есть прогресс определенный за год. Да, вот чему ты научился за это время, расскажи. Вот слушай, да, тяжело так на словах сказать. Просто, во-первых, идет опыт, то есть игровой, когда ты играешь огромное количество турниров и так далее. Просто понимаешь больше, как работает карта в макро, от чего больше отталкиваться в каких-то там участках карты, от информации и так далее. Просто это, знаешь, тяжело реально объяснить на словах. Может быть, ты понимаешь меня. Вот в чем ты именно проапгрейдился, но... Скорость принятия решений, опять же, от чего отталкиваться. То есть вот просто накопленный опыт всего. То есть работа, опять же, с тренером, ты учишься всегда на своих ошибках, разные команды и так далее. Просто всегда пытаешься апгрейдиться во всем. Я на самом деле могу тебе сказать, что я переживал разные тоже периоды. То есть когда мне было там поменьше лет, было меньше каких-то тараканов в голове, потому что с возрастом они... появляются в игре какие-то заморочки, перешифровка, то есть ты с возрастом часто можешь себя перешифровать как капитан, и вот это мешает наоборот. Когда я был помладше, была такая, по-моему, легкая уверенность, без задней мысли вообще, что что-то пойдет не так. Типа так и только так, и поверьте мне, да. И вот у меня сейчас такая тема до сих пор есть, да, я тебе так скажу. Иногда принимаю такие решения индивидуальные команды, что потом Андрей говорит, зачем ты пытаешься думать за соперника, что он именно сделает так, там, и так далее. Такие у него слова говорит. И действительно, когда иногда какие-то действия думаю, что я думаю, что вот он точно так сейчас они будут делать. И так вот, и ты веришь в это глупо, и как бы наступаешь на свои грабли.
и за счет этого как бы тебя переигрывают, ты отдаешь важные раунды. То есть это, опять же, неопытность, импульсивность, та, над которой я сейчас работаю. Ну, я тебя хотел дополнить, закончить мысль. То есть идея была в том, что я лично чувствовал давление. Иногда ты вот чувствуешь давление от команды, да, в которой есть вот капитан или там их стратегия, и они начинают тебя давить. Вот я лично с этим столкнулся, я над этим поработал, и потом, ну, вы сейчас находитесь, в принципе, в той ситуации, что вы выиграли ЕМ в Катовице, да, вы стали там считаться на один момент лучшей командой мира, и, наверное, этой уверенности, по сути, как бы нельзя сказать, что он там, у вас ну, ее не должно быть, она наоборот у вас должна быть, и ты должен был почувствовать, да, то есть вообще победа на ЕМе у вас, ну, как-то, не знаю, усилила морально? Что ты скажешь? Да, безусловно. То есть для меня эта победа на ЕМе, она значит то, что мы можем выиграть любую команду. И если мы действительно этого хотим, будем много работать, то нас тяжело будет остановить, и мы сможем доказать всем, что мы топ-1. Почему вы начали показывать хуже результаты и вообще как-то уходить с первых, скажем так, позиций после победы ЕМ? А мне кажется, что очень сильно зарешало то, что с короной проблемы начались, и все перешло в формат онлайна. Опять же, никто не знает, да, то есть я могу сейчас сказать, что мы сейчас вот играем там, начали играть плохо после ЕМа выигранного, потому что там корона и онлайн. То есть люди будут писать, да ладно, что на лане будет то же самое было, но я на самом деле не знаю, как было бы на лане, было бы то же самое. Такой же бы у нас спад был, или мы бы наоборот нашли ту игру, которая дала нам уверенность после победы и начали разносить всех. Чем вам не подходит онлайн? Есть команды, которые только вообще тренируются да, онлайн, и я у них всё понимаю. хорошо. Как ты считаешь, чего не хватает? Я думаю, это дело привычки, потому что одно дело, когда ты целый год, в принципе, в онлайне ты только играешь в праке, и там играешь, знаешь, ну, не пытаешься показать свою лучшую индивидуальную игру, а пытаешься просто больше наработать, отточить, пофиксить ошибки, посмотреть, как вообще другие команды играют, что-то интересное, найти просмотр демок. Ну, то есть ты не выкладываешься индивидуально на 100%, там, убить и так далее. Вот, и работаешь больше как-то на буткемпах и на самих турнирах, когда приезжаешь, то есть обсуждения там уже идут. Сейчас вы привыкли уже к онлайну? Но я могу сказать, что сейчас мы, конечно, больше адаптировались уже, действительно, когда поиграли практически год, ну, полгода, хорошо, мы возьмем промежуток. Сам видишь, даже если брать результаты, да, то есть мы начали с чего-то, мы ESL Pro Лигу начали играть в онлайне, там практически вообще не вышли из первой группы, шли 0-2, но потом выиграли 3 игры, при том, что третий матч там был с командой Forza, и мы там проигрывали уже 1-0 по картам им, и на второй карте 11-4 проигрывали. И там сделали нереальный камбэк, в итоге вообще 4-е место на этой ESL Pro Лиге заняли. Но чувствует, что это вообще не наш Counter-Strike, который мы показали в Катовице буквально там месяц назад. И как бы сейчас, если брать, и тогда, то, безусловно, сейчас мы начали уже стабильней. В чем разница? Ну, опять же, я скажу, пинг это тоже решает. Реально, когда ты заходишь, играешь с пингом 50, с пингом 5. Просто, ну смотри, тоже такой вопрос на скидку. Почему те же французы сидели в одном месте на буткемпе? Вы не думали, там в Европу, у вас у Нави возможности есть, все есть, просто вместе уехать в один город и на одной базе сидеть там и оттуда играть? Почему вы так не можете сделать? Слушай, ну мы собирались на буткемп, опять же, когда мы играли ESL Pro Лигу против Астралис, мы собрались все в Киеве, сидели в одном доме, все играли турнир. Коронавирус, очень стрёмно куда-то ездить сейчас, я понимаю, как бы можно уехать куда-то там для пинга 5, закрыться в бункере, никого не видеть, бояться там не пускать лишних людей. Но сейчас реально стрёмная ситуация с коронавирусом, никто не хочет никуда особо уезжать, рисковать лишний раз там. Потом, когда приезжать, у каждого есть близкие люди, которых не хочется заражать, ну и в принципе... Не, ну можно тест, это все понятно. Там сдается тест ну, на я выезд, понимаю, на но приезд, знаешь, как бы. много информации, там, что тесты, знаешь, там на 40% это все неправда. Ну а не кажется тебе, что такой поступок просто французов, собраться все вместе и играть важный турнир, это отношение, такое серьезное отношение к турниру, и оно зарешало по итогу? Не кажется, что вы были сильнее тех же французов, и если бы вы играли на равных условиях, то есть по пингу бы у вас был равный, потому что у вас реально был хуже пинг, чем у них, да? И я думаю, что Зайву с пингом 50 вряд ли бы так раздал, как он раздал с пингом там 8, да, условно. И второе, то, что они находились все вместе, и когда мы смотрели, не знаю, пересматривал ты или нет, именно сам Twitch, ну, то есть трансляцию, но на трансляции у них был настолько сильный заряд, вот именно
вот это вот дух команды. То есть они подбегали, давали пятерки, там, прыгали, бегали. Каждый там кто-то раздает, они там, ага, за голову. Да, я видел это все. То есть я смотрел. был вот этот вот заряд эмоций, и он зарешал вот их отношения, что они, сука, не поленились, что понятно, что корона сейчас во всем мире, понимаешь, они не испугались, как ты говоришь, там, да, там они поехали, сели и выиграли чемпионат. Я просто к тому, что, может, вам надо задуматься так, вот этот турнир мы хотим победить. Я тебе больше скажу еще такую тему, как, сейчас ответишь, да, кармическая история, да, то есть вот, не, это правда, я вот себя сколько раз ловил, когда ты работаешь вот больше остальных, когда все преданы телу, вот допустим там каждый игрок, у нас же в Нави, ты знаешь, были игроки, которых надо было, да, и в других командах заставлять тренироваться. То есть ты понимаешь, вы уже проработали 10 часов, а надо, сука, еще 3, потому что вот только тогда ты можешь реально выиграть. Вот именно, и ты приходишь и говоришь, чувак, я там уже как капитан придумывал разные там мотивационные какие-то бонусы, там, какие-то даже свои деньги там дал, или какие-то подарки, или какой-то бред, что мы там только не придумали, или там кто не тренируется, тот козел, короче, да. И это потом срабатывало. То есть, и когда французы сидели, такие, пацаны, ну мы приехали, мы заслуживаем, мы можем, и они в это верили до конца, понимаешь? И когда они у вас выиграли 3-ю карту, это же был ваш пик, 3-я карта, они поняли, что следующая карта это их пик, а 5-я это уже, ну, там, 50/50, а 5-я там уже заяву получился. Ну, вот как-то так, я тебе вот такую мысль хотел закинуть. Ну, в любом случае, я согласен, что собраться в одном месте, то есть, ну, грубо говоря, буткемп, да, такой создать, это дает какой-то дополнительный заряд, в принципе, и вообще, в принципе, когда ты живешь в одном месте и играешь, удобнее делать командные сборы, ты видишь, кто как тренируется, кто как отдается делу и так далее, нежели каждый сидит дома. Да. То есть, ну, могу сказать, что мы так проделали вот с ESL Pro лигой, но было командное решение, что вот на этот турнир мы так делать не будем. На EMB Gin, потому что в приоритете у нас турнир Blast финалы и EM Global. И вот, кстати, на EM Global мы будем собираться на буткемпе в Москве, который последний турнир с 15 по 20. Ага, то есть на этом турнире, это ж инсайд. То есть получается, ну, чтобы люди знали, что команда будет собираться. Да, но мы будем не все, то есть Саша, к сожалению, не может приехать. Он на Бали летит? Опять же, из-за проблем. Ладно, нет, ну, к сожалению, вот не может из-за этой ситуации с короной, то есть там очень тяжело пересекать границу, как бы, вот. Илья приедет, он сможет, как бы он русский, вот. Мы вчетвером будем на буткемпе, но в любом случае, знаешь, ну да, то есть будем делать максимум из того, что можем, собраться вот на турнир. Вот, сейчас пока тренируемся с домов, как я сказал, первый турнир, вот Blast-финал сыграем с домов, и потом будет у нас как раз промежуток один день всего лишь, 14 число, когда мы будем собираться. Какие ваши главные соперники на Бласте? Да на Бласте, да я думаю, все те же. Astralis, Vitality, Complexity, я бы еще сказал. Но я не помню, честно, в каких из этих двух турниров Complexity, по-моему, там нет их. Вообще, какие команды ты сейчас выделишь в мире, которых вот ты опасаешься как капитан? Я бы выделил Complexity. У них сейчас, понятное дело, там произошел такой нонсенс, что игрок просто уехал в один момент в Америку. Они взяли GKS, по сути, сильного игрока, но неизвестно, как он вольется там вообще и как команда себя будет чувствовать. Я думаю, они поработают и будут неплохо выступать, потому что BLMF реально сейчас неплохо потянулся, и каждый раз, когда ты играешь против них, ты чувствуешь, насколько они готовы против тебя, они знают, что делать, и знают, что ты будешь делать, и как законтрить тебя. То есть чувствуется подготовка каждый раз. Именно, что у них есть геймплан, и против них достаточно бывает тяжело играть, при этом... Они вообще задроты. Я помню, я смотрел, когда они играли против, по-моему, вас, это была карта Vertigo, но у них именно заточенные тайминги гранат. Во-первых, фишечных гранат знают сами очень много, и они вот четко по таймингам подкидывают вообще друг другу смачки, флешки. Я смотрел, они просто вас, ну, реально перекидывали гранатами в первую очередь. Вряд ли это было Vertigo, да, мы не играем в Vertigo. Ну, значит, они не против вас играли. Complexity играли в финале против или полуфинале с кем-то, вот, по-моему, вот на Vertigo они, да, раздали.
Это было как бы очень круто. Я просто не помню, я просто за ними именно смотрел и понял, думаю, Мгм. вот. А тогда они мне первый раз... Не, ну они не работяги, они действительно много вообще смотрят, я уверен, демок, у них есть аналитик, тренер, который работает в BLMF, мне там все его выделяют, что это реально работяга, то есть человек, который предан своему делу. И он выделяется, и кстати, много работал. Ну, периодически. стиль игры у него такой, конечно, Своеобразный, иногда я подшучиваю, согласен, да, да. своеобразный. Но вообще, именно как капитан ИГЛ, он много работает, и вся у них команда, то есть, мне кажется, отдается делу. Они добились хорошего результата. Там, ну, опять же, вот эта неудачная история с Оба, то, что он улетел в Америку, не знаю. Но все равно я бы сказал, что они всегда будет с ними тяжело играть, если А они кто будут еще? продолжать Ну так же все, работать. больше ты хочешь сказать, что вы всех остальных так, шавки. Ну, с Виталий у нас всегда были проблемы с Астралис. Сейчас, знаешь, так, команда, если напомнишь, я тебе скажу четко. Ну, у меня нету такого, знаешь, что Ну, Моу определенные Спортс там команды. какие-то, я не знаю, кто сейчас Ну, Моу там, Спортс сейчас Натик, кризис. там, Нипы, может, какие-то, я не знаю, кто там. Ну, вообще все вот эти команды Муспорс, Фнатик и НИП, у них сейчас какой-то кризис такой тоже. У них игра сейчас не очень строится. Фейзы там перестроились. Мне кажется, что, возможно, G2... Ну, с приходом Ника, опять же, неизвестно, как он себя будет чувствовать в этой команде. Биг. Сможет ли он... Ты думаешь, Биг. все, они слетели и потухли? Что у них? Вот со всеми командами, которые ты назвал, опять же, Fnatic, Mow Sports, NiP, Big, я не знаю, у меня, скажем так, больше уверенности в том, что мы их выиграем, если будем играть свою игру, подготовим геймплан и все сделаем четко. Вот. Вы проиграли Virtus.pro, правильно? Да, Virtus.pro проиграли. Почему вы проиграли? Не было шуточек на тему того, что Якиндер надо эко принимать там из Не было. Да не знаю, слушай, Даня, этот ССРМР турнир лично для меня вообще, который мы там, знаешь, мы там и Киберлегаси успели Денису Сейзду проиграть, там 16-6 на Инферно. Не, ну вы То там, по-моему, есть- выиграли потом этот... Не, ну да. Но Да, он вообще- вас там вообще хорошо укрепил, кстати, там лучшая Да, игра. но с Virtus.pro могу сказать, такие игры всегда, это команда, которая всегда готовится, там, то есть они выделяют какие-то четкие моменты раунда по гранаткам, там, что мы делаем и так далее. Ну, то есть ищут закономерности, готовят, всегда стакают, если взять ту же карту Инферно. Неплохо попадают местами, то есть сейчас у них такой боевой состав, пришел Якиндер, и они находят постепенно свою игру. Ну, тоже своеобразный стиль игры, скажем так. Почему тогда проиграли? Опять же, где-то играли хуже. Может быть, не знаю. Ну, опять же, турнир, я бы не назвал его важным. Знаешь, с точки зрения то, что мы сильно расстроились, что мы проиграли, потому что этот РМР, который вообще непонятно, что будет мажор в следующем году, когда он будет, неизвестно. Вот эти все РМР-турниры, которые проходят. Будет ли он Женя, я вообще, думаю, братан? да, будут ли вообще эти, знаешь, РМР-турниры, они типа там поинты ты зарабатываешь, но какой смысл брать, допустим, мажор, вот представим, да, с тобой, что он будет, допустим, ну, в сентябре следующего года, да, я думаю, что вряд ли в первые там 6 месяцев будет мажор в следующем году. Я не думаю, что это ситуация с короной, там, она подутихнет. И неужели будут браться РМР-турниры, сыгранные там в 2020 году, которые были там, не знаю, сыграны по течение всего года, на мажор, который будет через 2 года. Мне кажется, это уже, знаешь, эти турниры будут никому не нужны, и просто эти турниры запустят заново и так далее. Но это, знаешь, короче, не знаю, для меня это бессмысленно вот эти турниры проводить сейчас. Смотри, Кирилл, тут больше вопрос, наверное, почему вот идет речь там о проигрыше Virtus.pro, потому что в тот момент команда была там на 27-м месте рейтинга, по-моему, а вы были там в топ-3 условно, и когда вот команда так, там из первых позиций проигрывает команде, которая там вдалеке, да, то есть, конечно же, это ну, такое целое, как бы такое событие большое. Вот, собственно говоря, и как вы отнеслись к этому проигрышу? Вы не мошнились? Ну так коротко, давай дальше побежим, нам еще обсуждать. Да, слушай, если всегда какая-то есть там микромашна, то просто, что больше не мы проиграли там какой-то команде, а то, что мы плохо играем, и когда мы плохо играем, где-то не доигрываем и где-то оказываемся не готовы, то, в принципе, можем проиграть любым, реально. Вот я могу тебе сказать. Смотри, я хочу для себя реально разобраться, то есть я беру второе интервью у чувака из Нави, у тебя, да, первый это был Элик, и есть там как бы два составляющих. Первая составляющая это то, что мы не говорим то, что на самом деле происходит в нас внутри, да, то есть, потому что я так делал часто. Никто не знал, я никогда нигде не говорил в интервью, что у нас какая-то мошна, либо какой-то там, ну, как бы редко такое мог там рассказать, да, то есть всегда это было, если даже сказано, то поверхностно,
чтобы Мгм. люди не думали, там, что все хреново, да, то есть, потому что это наша команда, это наши проблемы. И второй момент, или вы реально выросли за это время, потому что даже Саша, по его поведению, по его твитам, по его поступкам, такое ощущение, что он повзрослел, изменился, и вы как команда сплотились, и у вас нет сейчас вот этого вот негатива, который был раньше. Раньше это проигрыш там другой ситуации, там, такой команде, как Virtus.pro, это, блядь, вы все конченые мудаки, куски говна, там, и это мог сказать, там, и команда реально могла там чувствовать себя так, да. То есть сейчас по-другому. Вот хочется вот это понять, реально. Ну, я думаю, что за это время, конечно, ну, как бы все люди поменялись и к таким ситуациям начали вообще по-другому относиться, начали. Вот. Но в любом случае, даже если бы, знаешь, что-то было в таком ключе, о котором ты рассказал, супермощно, я бы не мог этого сказать, потому что, как и ты сказал, это команда, и никто не будет выносить ничего из избы, никогда говорить. И это будет решаться все внутри коллектива, все проблемы. То есть, если там люди хотят узнать это, там, знаешь, у меня в интервью с тобой, то как бы да. и интересуется, как бы, есть ли там какие-то проблемы и так далее. Это как бы понятное дело, что всем всегда это интересно узнать, но могу сказать, что если всегда есть какие-то проблемы, то мы всегда пытаемся их сразу же решить. Я думаю, что всем интересно, Кирилл, знаешь, сегодня Нави это крепкая скала, либо это команда, которую вот эти проигрыши уже немного расшатывают, и там могут быть замены, грубо говоря, там, в перспективе. Да, то есть крепкая команда, крепкая, да, вот она, у нее даже мысли нет о замене, она просто понимает, что все идеально, просто надо времени, и мы будем первыми. А когда у команды, значит, проигрыши, они все-таки расшатывают, да, команду, и, сука, тяжело часто командам, когда проигрывают. Вот мне хочется вот это понять. Никогда не решает один человек, там, когда производятся какие-то замены и так далее. Нет, Могу ощущение, сказать, твое ощущение. ощущение. В первую Да, очередь. ощущение все хорошо, опять же, потому что этот год, он действительно был тяжелым для нас, потому что мы перешли в онлайн, нам пришлось подстраиваться, но также не стоит забывать, что как бы мы выиграли единственный крупный лан в этом году, и мы для себя каждый, то есть, да, для себя каждый игрок понял, что вот именно этим составом мы можем выигрывать все команды. То есть у каждого появилась такая мысль в голове. И с этой мыслью как бы мы продолжали идти весь этот год, тренироваться усердно и просто как-то привыкать к онлайну. И сейчас даже я скажу вот конец года и 2 финала, хоть они и проиграны, да, но до этих финалов еще нужно дойти, прежде чем их проиграть, даже с 2-0. Я согласен, безусловно. И Вот, и сейчас как бы будут 2 турнира последние в году, и хочется их выиграть, и мы будем стараться это сделать, и посмотрим, как закончится год. Ну, в любом случае, конечно же, вам удачи. Классно, что эти турниры у нас ждут еще в этом году. Будем смотреть, топить. Один вот-вот начинается. Давай начнем с того, что когда ты вообще в принципе начал играть в Counter-Strike, потому что, насколько я знаю, ты играл в LoL какое-то время, причем немало. Да. Потом, по-моему, ты поигрывал в Доту, говорили. Я в Point Blank играл. Ну, давай я расскажу, в принципе, вообще, в какие игры я играл. Почему ты начал играть в КС, когда тебя покорил КС? Это первый вопрос, да? И почему ты ушел в лол, ты долго играл, почему бросил лол, короче, да? Да, ну смотри, вообще с Counter-Strike я познакомился в 6 лет. Тогда мне дядя показал, что такое Counter-Strike, вообще там CS 1.5, я играл с ботами на Асаулте. Вот это, то есть такой первый шутер мой был на компьютере. Ну, я как бы был маленький, особо ничего не понимал, но эта игра мне понравилась, запала в детстве. И после этого как бы все обычно. Я там ходил в школу, первые классы, там приходил домой, играл в всякие паблики, фанился. Мне нравилось играть просто в КС. И никогда не думал, что там какие-то команды есть и так далее. То есть для меня это было неинтересно. Просто побегать паблики, поубивать вот в таком ключе. После этого, когда уже подрос, как-то, не знаю, КС надоел, потому что, знаешь, когда ты на протяжении 5 лет играешь паблик просто один и тот же, то уже наскучивает. Ну, ты просто по фану шпилил и все, да? То есть, да, ну просто по фану шпилил и все. Потом просто появлялись новые игры, то есть новый жанр, моба, там, да, все хайпили, там, Dota 1, на то время была Dota 2, еще не было. Появился League of Legends LoL, да, и все начали хайпить, типа, вот это прикольная игра, новая, такой новый жанр моба, который еще только появляется, вот, ну я как бы как новый пользователь, знаешь, обычный такой парнишка скачал лол, начал играть просто и, ты же ну, долго не знаю, играл, запала по-моему, эта 2 игра, года, мне понравился играл. жанр. Что? Ну, по-моему, 2 Ты года попал? ты играл, 2 года, если не ошибаюсь. Да, где-то около того, 2-3 года я играл,
Ну, то есть там такая же, знаешь, рейсинговая система. Не как матчмейкинг, конечно, сейчас там Global Elite в CS, знаешь, ничего особо не значит. Вот, и там, то есть, как в дотке, ММР, я там добивался каких-то высот, ну, чисто индивидуально. Там апнул Challenger, это, скажем так, одно из самых высоких званий там на сервере Веста, Европы. То есть там хорошие игроки обычно считались. Там был Nordic сервер, West и Россия была. Типа на России более слабые игроки все считали, что играют на Европе. Короче, Но ты неплохо как-то- играл в лол, да? Ну да, играл в LoL, но как-то мне не получалось там попасть в команды, мне это было неинтересно. Вот. И потом также вышла CSGO новенькая в какой-то момент. Она уже существовала, и я такой, какой-то друг мне говорит, ты не хочешь в CS-ку Это поиграть? сколько Я тебе такой, лет «Ого». было, получается? Ой, это был 2000, может, это, не знаю, 15, может быть, так вот. Мгм. Вот. Мне просто сказали, ты не хочешь в CS-ку поиграть новую? Я такой, что, новая CS-ка вышла? А для меня все время 1.6 была CS-ка, там, да, я даже в Source никогда не играл. Ну, поигрывал пару раз, там, скачивал, но мне это было неинтересно. Вот, и вышла CSGO, я даже про это не знал, потом просто какой-то знакомый, с которым я тогда на то время общался, играл в LoL, сказал, давай в CS-ку попробуем поиграть. Ну и тогда я ее приобрел, просто начал играть, и тоже, знаешь, как-то запала просто новая версия, все по-другому, матчмейкинг, и там для меня сразу интересно было звание, апнуть последнее, доказать всем, там одноклассники в школе тоже играли в CS-ку такие, ну и просто как-то играл, а потом, когда апнул Global, я подумал, все, я прошел игру, и стал, я такой А думаю, потом я что просто дальше? попал в Нави. Не, не так просто, не так просто. Да, вот как Вот, раз... но после того, как апнул Global Elite, то есть увидел, что какие-то там команды, знаешь, там на то время CSGO Lounge сайт был, где ставки все делали. Я такой заходил, смотрел там какие-то команды, думаю, ну какие-то турниры играют, на них ставят деньги, думаю, что это вообще такое. Вот, потом мне рассказали, что существуют команды, организации, им платят деньги, они там ездят на турниры. Я думаю, блин, прикольно, типа путешествовать по всему миру, играть в турниры, играть в игру вообще. Так можно, думаю, вообще? Прикинь. Да, Даня, ты же этот турнир выиграл. Я такой думаю, что такое вообще киберспорт такой? Покажите мне, расскажите. Вот, и я подумал, нужно попробовать искать себе команду, развиваться. Вот, и у меня там был друг с района, мой хороший, Шерзот, его зовут. Его сестра еще певица Манижа, достаточно такая известная, не знаю, знаешь ты или нет. Тогда мы жили в одном районе, и он так меня проталкивал в какие-то команды. Там была команда, которая про серии играла, Старладера. Вот, это еще такие года, 2015-2016, знаешь, Такие там года, СНТВ братан, сайт это был. не 2008 год, вот то года. А Не, 15-16 это вот совсем недавно было. Ну, я понимаю, недавно Да. было, но все равно, знаешь, для меня все равно этот промежуток 5 лет огромный уже Мы случилось, сейчас, как бы. в принципе, хочу с тобой поговорить об этом промежутке, потому что ты, Кирюха, для людей, понимаешь, я сегодня встречался с Кейном Михаилом, да, ему говорил, вот смотри, у меня сегодня интервью с Бумычем, мы немножко почитали вопросы, которые готовили, там обсуждали. Мгм. Он говорит, ты понимаешь, говорит, Кирилл, это тот чувак, который пример для молодежи, для подражания, когда вот реально за короткий период времени чувак просто взял, вырос до игрока, который попал в Нави и стал капитаном в Нави, и которого купили за немаленькие бабки еще в Нави, да, то есть по факту. И вот это интересно, да, вот давай начнем с того, что друг, понятно, какая первая команда? Я знаю, что ты, по-моему, играл в ЕПГ с Хучом. С контрактом именно первая команда, ты имеешь в виду? Ну, то все, что до этого, это было, мне кажется, несерьезно, правильно? Это просто, можешь Ну, рассказать. такое, в это словах. было, да, это было больше это как раз-таки, чтобы попасть уже в более такую профессиональную команду, на ХЛТВ войти и так далее. Вот, но первая команда, да, ЕПГ была, Элемент Pro Gaming. То есть там был Жимка, Waterfalls, был FaceCrack, который сейчас в Forza играет, и Убик был. Вот, меня взяли вместо Арча. Вот, это была моя первая команда. Буквально через 2 недели произошла замена, поменяли FaceCrack на Хуча. FaceCrack вообще-то круто раскрылся потом. И взяли вообще Хуча, который, он уже был как бы взрослый, в принципе, чувак. Слушай, но на тот момент, я помню, было так, что как раз-таки я очень тесно общался с Хучом. То есть я познакомился с ним на московском лане, попал в его компанию, и был даже период, сейчас расскажу, когда он мне говорил, что, возможно, он и я войдем вообще во флипсайд. Я думал, вообще моя первая команда будет флипсайд, я тогда был в шоке. То есть я нигде так не играл, он говорил, что, возможно, меня возьмет в флипсайд. Но я ждал месяц-два, и он сказал, что ничего не получилось, и я сказал, блин, что делать? И он такой, я посоветовал тебя в команду, вот, и как раз-таки тогда меня взяли в ЕПГ. И после этого, как бы, я думал, блин, круто играть с Хучом, он такой капитан и так далее.
И, ну, как бы у нас уже была собранная команда, но какие-то были разногласия у ребят. То есть даже когда я пришел в команду и решили убрать Диму, я честно тогда говорил, что ребят, я не могу решать, я как бы пришел в свою первую команду, поиграл 2 недели, и если вы ждете какой-то от меня там ответ, кого бы ты хотел убрать, то не ждите от меня его. То есть это больше решение ребят было и так далее. Но я хотел при этом играть с Димой, но я не знал, кого как бы убирать. Не было такого, что от меня пошло убрать. То есть было предложение, говорю, вот как бы может Дима возьмем и так далее, что такое было. Честно, уже не помню, как дальше это все развивалось. Вот, убрали Диму Фейскряка, не знаю, и там какие-то аргументы были смешные, что иногда он там паузу ставит на праках, чтобы суши принять, там, что иногда у него там девушка играла в World of Warcraft, и он там не садился на прак, там опаздывал. Ну, короче, решили додолбаться просто до чувака. Ну, что-то сути, да? что-то такое, да, было, вот, и решили убрать Диму. Ну, это была вот моя такая первая команда. Какая зарплата была у вас в команде там, первая? Там было $500. В принципе, для первой команды. Что ты почувствовал, когда тебе предложили? Это сколько тебе лет было уже? Ну, 17 вроде бы. 17 лет тебе предложили $500. Для тебя это было существенно? Ты чувствовал, блядь, в кайфе, что мама, я получаю $500, да. как бы, как ты Тогда пришел? это был пипец вообще, я думал, жестко, нормально так. Ну что, ты пришел маме, сказал, у меня теперь есть зарплата в 17 лет? или Да как? нет, слушай, ну я не делал такой акцент, опять же, на то, что у меня появилась зарплата. Я сказал, что вот прикольно, что у меня команда теперь есть, там будет форма, мы будем ездить на турниры. То есть для меня было это важнее, то, что я буду заниматься своим любимым делом. У меня есть команда, это как вторая семья, с которой я буду преодолевать все сложности, буду путешествовать по миру, потому что, как я всегда говорил, для меня киберспорт — это, то есть, 3 огромных плюса. То, что ты занимаешься своим любимым делом, при этом это является твоей работой, ты имеешь какой-то доход. И 3-й плюс — то, что ты путешествуешь по миру, посещая различные страны, благодаря турнирам, которые проходят в этих странах. То есть вот для меня самые 3 Не, ну зарплата, это все равно в 17 лет приятно, как бы в любом случае, потому что у меня появилась зарплата первая там вот 23, как бы, если не ошибаюсь. Понятное дело, ну, как бы, когда в 17 лет тоже имеешь даже $500, то приятно осознавать, что ты как-то где-то можешь что-то себе позволить, там, помочь, там, тоже родителям и так далее. Кирюх, просто вот, между прочим, вот интересно, ты сейчас, какой у тебя сейчас вес? Примерно. 162. 162. Когда я уходил, примерно ты столько и весил, да, если не ошибаюсь? Ну, это уже не такой было побольше, по-моему. Побольше был? Ну, короче, плюс-минус. Когда ты всегда был вообще толстым, полным, не знаю, как правильно сказать. Когда ты начал поправляться, скажем так? Где-то с 6-7 лет, наверное. Почему? Ты любил пожрать пельмешки или что-то случилось? Расскажи. Нет, я рассказывал, что у меня была проблема до 18 лет. Почти до 19 это гипотереоз, это проблема с щитовидной железой, она маленькая, то есть у меня был плохой обмен веществ. И я с детства из-за этого типа набирался вес. Вот, а к 19 лет она просто сама собой выросла. Ну, то есть, типа, это как аномалия, многие, знаешь, доктора мне говорят. Выросла или, ну, все порешалось, типа, хорошо все? Или как? Ну, сейчас как бы с этим все хорошо, тут дальше все от меня уже зависит. То есть все победило эту болезнь, получается? Ну, да, она просто как бы исчезла сама собой по истечению времени. А до этого я поддерживал, то есть, гормональные сбои таблетками, которые я пил каждый день на протяжении 10 лет. Охренеть. Слышишь, и, ну, ты чувствовал, что ты малой, и у тебя появляется вес, ты пытался как-то с этим бороться, вот, или тебе было какое-то... Просто мы малые сейчас, я сам был малой, помню? Да, я пытался, конечно, я ходил на всякие секции, потому что я занимался настольным теннисом, даже играл там за Северо-Западный округ Москвы, я занимался плаванием, плавал брасом тоже. То есть достаточно секций, на волейбол ходил, на баскетбол, то есть я достаточно в школе, когда учился, был активным и любил, наоборот, все эти темы. Настольный теннис мне запал. Бегал на дорожке с Зевсом. После одного турнира, короче, как-то ездил играть за Москву, за школу, за Северо-Западный округ, помню, и занял 2 место. Был в тилте, короче, что проиграл финал. И потом вернулся на этот турнир спустя какое-то время еще раз. И думаю, ну вот, я его выиграю теперь точно. И знаешь, что произошло? Я занял последнее место и забил на теннис. Ну, кстати, ты, кстати, хорошо играл. Мы же когда играли до дома, я помню, ты там... Ну, ты меня, кстати, проиграл, это можно рассказать потом. Ну, мы там поспорили. Кстати, один есть парень, который до сих пор ждет деньги. Ты знаешь, кто это. Он мне просто постоянно пишет. Я ему просто сказал, когда мне даст Кирюха, я дам тебе. И вот это у нас идет до сих пор баталии, короче, за этот счет. Хотя я тебе от того позже смазал уже половину.
А ты еще я тебе давал кэшем, кстати, на Ну определенные, все, считается, на считается, определенные что дела. ему теперь должен все, я ему должен. Да не, ну так нельзя, потому что он меня не простит. Ладно, скажи мне, вот вы были там ИПГ, понятно, первая команда, ты там, наверное, вырос, да, по игре за какой-то период. Как появились Cubifire и почему вы выстрелили так на мажоре? Что произошло нахрен? Появились Cubifire так, что когда, короче, в ЕПГ мы проиграли закрытые квалы на минор и не вышли туда. Митю оставили единственного в команде, и он как бы либо организация убрала всех, да, вроде бы организация решила убрать всех, и Митя сказал мне, он мне хочет дать второй шанс. Вот, и тогда он тестил разных игроков, я еще остался с ним буквально, по-моему, неделю-две, может, играл или 3, но я как бы за этот период, пока играл с Митей под его руководством, я почему-то в команде не мог раскрыться вообще, играл только хуже, с каждым днем хуже и хуже. Вот, и в какой-то момент я подумал, что как бы, ну, зачем в команде такой игрок, который не может раскрыться, который стал хуже играть даже от того момента, когда меня взяли, и как бы для себя я тоже подумал, что, ну, как бы, на тот момент я свалил еще немного, можно так сказать, на Хуча, так и сказал, что как бы он причина, по которой я так стал плохо играть, и, скажем так, я решил уйти из команды, просто сказал ему, ну, у меня чувство такое, я сказал ему, Митя, мы долго с ним над этой фразой потом смеялись, мы сейчас с ним, ну, в нормальных отношениях, то есть, ну, можем пообщаться, никакой там обиды друг другу не держим. Я ему сказал такой, зашел в TeamSpeak, говорю, Мить, слушай, у меня такое чувство, вот, я хочу уйти из команды. Вот, а потом, когда мы вышли в топ-8 мажоров, Cubifire, он написал мне, типа, что-то такое, поздравляю, чувство тебя не подвело, или что такое, подшутил так. Ну, Митя, да. Вот, но Cubifire появились может. так, что я вот ушел из ЕПГ, прошло где-то 2-3 месяца, у меня не было команды, и был такой парниша из Украины, маленький такой талантливый на то время, Твин у него никнейм был. Вот, он мне такой пишет, что со мной хочет поговорить какой-то тренер. Я такой, какой тренер? Что такое тренер в CSGO на то время? Я такой думаю, какой-то чувак, которому там 30 с чем-то лет. Такой думаю, что он мне скажет про себя? Думаю, ну это такой, ну ладно, согласился. Вот, захожу в TeamSpeak, и тут вот это, знаешь, тема XO, когда он говорит такие красивые слова, которым тяжело не поверить, что он просто верит в меня, что я такой талантливый, жесткий, у меня загораются глаза, я начинаю ему верить просто, что он сделает из меня чемпиона. Вот, и на то время у нас собирается Академия Cubifire, было Cubifire, а было Cubifire, и там, короче, команда у меня была Novel, был такой парень. Я помню с его, Украины. Да, Twin, Defo, который сейчас играет, по-моему, Valorant за Gambit. И Overdrive еще игроком был. Я тогда вообще офигевал, да, он был как капитаном вроде бы. И XO был тренером. И мы где-то тренировались с таким составом 2 недели, я говорил, типа, блин, вы что, гоните, давайте Овердрайв уберем. Ну, что за фигня, у нас Академия, там все по 16-17 Овердрайв играет, я думаю, 5 фрагов там делать. Не, Я говорю, тренер 30, Овердрайв тоже подходит там. Он такой говорит, да ладно, ребята, вы что гоните? Вот, я говорю, блин, Лех, ну я все понимаю, конечно, но что это за команда какая-то странная? Я говорю, вообще, типа, вы что, гоните? Я говорю, Диме Иксову, ну слушай, ну убери его, пожалуйста. Он говорит, ну слушай, дай ему, он мне сказал, что надо дать ему недельку, он докажет, что он может, что такое там было. Короче, я тогда вообще в шоке был. Но в итоге у основного состава Cubifire намечался лан, по-моему, Binary Dragons назывался или что такое. И туда позвали Иксоу на тест тренером в основной состав. Вот, и он туда поехал. Ну и, видимо, тоже там, они, по-моему, проиграли этот турнир, он там с ребятами поработал с основным составом, а в основном составе уже был, опять же, тоже Жимка и Waterfalls, которые ушли из ЕПГ. Вот, и они захотели его взять тренером своим. И я такой, типа, пришел с тренером в какую-то академию, и у меня его забрали. И в тот момент они решили кикнуть фаната Рока, там играл такой Вася. Я помню, да. И позвали меня и XO вместе в Cubifire. Вот так мы соединились, скажем так. Какую зарплату предложили в Cubifire? То же самое, что в ЕПГ. $500, да? $500, да, Ага. $500. У вас был Жимка, Waterfall, ты, тренер XO. Волына и Квик. Волына и Квина. Как появились Волына и Квики? Ну, то есть я пришел, они уже были в команде. Я про тебя слышал, но особо не знал, что это за команда. Потому что я вот первый раз на E-лиге в Америке увидел команду, которая играла на мажоре, и сходил какой-то невменяемый взрослый тренер, вот, который просто сзади кричал постоянно слова поддержки, жесткие причем, он очень жестко за вас заводил, то есть там и с матами, там что хочешь, можно было услышать. И команда, которая
верила максимально этому тренеру, и тут такое ощущение, что такие звери сидят голодные, им только дай мясо с кровью, они его будут жрать, знаешь, вот так вот. Что, как это вы к этому пришли и почему у вас такой реально неожиданный был результат? Вы же реально там пипец, что-то творили. Ну вот эта синергия была, мне кажется, на том турнире, где мы выстрелили, была максимальная синергия, каждый верил вот просто и настолько хотел добиться этого результата и подбадривал вот именно моральное состояние. Оно выводило именно индивидуальную игру, я бы сказал, на какой-то невероятный уровень, именно стрельбу, потому что я бы не сказал, что у нас там были какие-то суперколы, тактики, мы там в игре думали, что мы что-то понимаем, но, знаешь, для команд, которые играли на том мажоре, как бы мы были смешной командой, вот, и именно там, вот за счет того, что мы все время действовали, все время где-то рашили, где-то бегали, что-то делали на карте, все как-то не улавливали наш темп игры, и за счет огромного желания мы смогли удивить несколько команд и смогли пройти топ-8. Вообще, как получилось, что мы туда прошли, это на самом деле забавная история, потому что мы буквально тренировались там 2-3 недели, меня позвали в команду, да, и потом Никита Waterfalls, он наш капитан вот был все это время, он, короче, улетел на отдых, по-моему, с семьей на недельку или на 2, и в этот момент, когда он улетел, короче, анонсировали открытую квалификацию на минор. Ну, как бы через минор ты подаешь на мажор и так далее. Вот, и сказали, что она будет одна, короче. Там 512 команд участвует, а в закрытые квалы выходит 16, типа, и там будет одна сетка. И ее анонсировали, типа, что квалы через 2 недели, а Никита прилетает только через 10 дней. И мы такие, блин, чувак, ты что, улетел? А у нас через 14 дней самый важный квал, там, за это вообще полгода и так далее, что делать? Вот, и мы такие все смирились, офигели, что так анонсировали рано вообще. Еще на платформе Цева, по-моему, проходила, это ужасная платформа вообще, на то время была. Вот, ну и, короче, Никита прилетает, и мы понимаем, что через 3 дня у нас квалификация, вот, и мы подходим к этой квалификации с такими словами, типа, парни, будет что будет, давайте просто получим удовольствие, постараемся сделать максимум и дойти настолько далеко, насколько мы сможем. Играли душой, знаешь, просто вот без всякого страха проиграть там и так далее. Вот, и так получилось, что мы закрытые квалификации прошли, выиграли тех же ЕПГ, кстати, на пути к этим закрытым квалификациям, причем это был так предпоследний матчик. Там мы должны выиграть ЕПГ, и потом у нас Немига еще была, белорусы. Вот, и мы обыграли эти 2 команды, попали в закрытые квалы. Ну и по закрытым квалам также прошлись, и прошли на сам минор в Румынии, в Бухаресте, который проходил. И это вот был мой вообще первый лан, на который я полетел. Я вообще никогда не летал на самолетах. Я нервничал, да, я помню, Квик был литовец, вот, он сидел со мной в конце, я говорю, блин, чувак, это первый мой полет вообще, что стрёмно, он такой, да ладно, угарный, и угорает, короче, я как бешеный что-то смеется, я тоже угораю с него, и вот эта вся нервозность, она проходит, я получаю какой-то кайф, потому что первый раз полетел на самолете с командой, турнир, форум. Вообще первый раз в жизни на самолете полетел, да? Да. Ничего себе. Вот, для меня это было именно просто что-то в новизну, это хорошее настроение, я помню. Там был вообще тяжелый турнир, тогда еще появились как раз ребята Авангар, которые сейчас, вот можно сказать, ну, я бы назвал это основным костяком Virtus.pro. Ну да, так оно и есть, Джейм, по сути оно Бустер и Кикерт, вот, это 3 игрока основных, которые, скажем так, ну, на ком держится эта команда. С самого начала так пошло. Да. Вот, на то время они появились жесткие, у нас был с ними первый матч еще на этом миноре, короче. И это было так достаточно первая игра на моем лане вообще за команду. Выхожу на этот матч, мы выигрываем, там еще старая экономика была, знаешь, там пистик брал, и ты типа, ну, почти форс взял, и 3-0 ты ведешь, и, считай, пистолетка за 3 раунда была. Вот, и мы тогда взяли 2 пистика, и было best of 1, и проиграли им 16-10 там тоже в салатку, был Стоун еще игрался. Вот, и я, короче, мы проигрываем первую карту в группе, я такой сажусь в номере, берусь такой, говорю, такой, я приехал на этот турнир, я хочу выйти на чемпионат мира, я не могу проигрывать, мне осталось одну проигру до вылета с турнира. И вот после этих слов я сам сел себе в номере, сказал, я тупо начал так там, просто жестко раздавал, да? Я просто начал разваливать, я там с Кикертом, ну, если бы был на MVP турнира, мы там с Кикертом разделили, у нас там 1 рейтинг был, я там просто начал летать. Потом там жесткий матч с Тенгри был. Нам 1 раунд был, короче, чтобы вылететь с турнира. Мы проигрывали 1-0 по картам и 13-15 на Мираже. И там был легендарный раунд, короче, который я до сих пор могу вспомнить. Короче, вот прикинь, у нас было 13-15 на Мираже, и мы за атаку, и у нас 1900 у 5. Жесть. Вот, и как бы вот такой раунд, и просто мы делаем какую-то самую обычную раскидку А.
а у них full бай там вообще, все, они там радуются, что все, выиграли, а мы за вылет с турнира играем. И Рамзик тупо, короче, с коннектора забегает на головы, а мы смог коннектор и джангл, по-моему, дали, отдает нам АВП, мы забираем раунд, тащим до допов, выигрываем допы, на третьей карте тоже выигрываем. И вот после этого мы занимаем как раз на турнире там 2-е место. Хотя много еще забавных игр на этом турнире Это было. жесть, это жесть. Еще был, короче, забавный случай про XO. Я не знаю, слышал ты эту историю. Когда мы играли со Spirit уже, то есть первое место заняли Авангар, и второй слот на мажор разыгрывался между нами и Spirit, короче. И мы выходим, и там, короче, маппул какой-то, что Нюк вторая карта, а Нюк мы очень плохо играли тем составом. Прям вообще у нас не летел он, и мы проиграли свой пик и следующий Нюк, короче. Вот, и XO выходит и говорит, короче, ладно, парни, короче, проиграть турнир это ладно, но чтобы они нас вот так оскорбляли, а мы такие в вертолетках сидим, они такие, мы такие, в смысле, что там? Да они там такое говорили, начинают там такие гадости рассказывать, мы такие стоим на улице, понял, как вышли подышать. Подожди, извини, такие... это та история, когда XO вам сказал, что они на вас говорили, что вы конченые твари, там, ну что-то там вообще такое. Да, это та история. А он этого не говорил, они этого не говорили. Да, они этого не говорили. Ну, понимаешь, это гениальный мув, на самом деле, с его Это стороны. гениально, так нас зажгло, короче, мы начали им орать просто на Нюке, на котором мы вообще не умели играть, это их пик, а они хорошо играли. Вообще, это против кого вы играли? Спирит это были. То есть там сидели Spirit, вообще не понимали, что происходит, там чуваки... Да, там пистолетка берется и там «Домой!» вот так вот все начинается. Они такие сидят в шоке. На первой карте, думаю, такого нет. Слушай, ну это можно аплодировать XO за это вообще, это просто... Не, ну это было на то время жестко. А потом, знаешь, мы выигрываем у них, короче, и там чуть ли до драки там не доходит. Там реально у них еще тренер такой опасный, Цертус, он там... Ну, Коля, я знаю, может быть. Он там припугивал меня пару раз в жизни. Я всегда, конечно, смеюсь с этого. Там. Даже когда Винстрайк был на миноре, заранее к нам, короче, судья подходит и говорит, что нельзя, короче, в сторону Spirit ничего не кричат, даже, типа, куда ты лезешь. А то я и я получу сейчас, да, типа. Вот, типа, куда ты лезешь, нельзя кричать. Я такой говорю, слушай, а почему ты, ну, типа, не к нам подошел, а к админу сразу? Он такой, да ничего, я, типа, ты на моих парней смотри, там не кричи, а то, типа, что-то в лесу увидимся, там, знаешь, такие темы. Я такой, ладно, посмеялся, поугарал, такой, думаю, весело. Вот, ну были разные темы, не знаю, там, ну подпугивал как-то, может, знаешь, морально пытался сломать там перед матчами, ну как-то мне это всегда пофиг было, я угорал просто. Ладно, ну вернемся, короче, к Кибифайр. Ну вот мы выиграли, короче, приезжаем в отель, радуемся, что мы вышли на мажор, я думаю, в Америку, в Атланту, я думаю, в свои там 18, думаю, что вообще происходит в моей жизни, думаю. Мы приходим в отель, короче, XO такой подходит и говорит, слушайте, парни, такая тема, что это, они нам ничего не кричали, это я вам сказал, чтобы это подбодрить. Я такой думаю, какой я чел, думаю, что я кричал, думаю, все кричали им. Мне Вы так вообще стыдно жестко, стало. вы с матами там жестко кричали, да? Там вообще, там чуть ли не дефы залетали, отвечаю. Ну скажи какую-то одну такую фразу, которую ты помнишь. Ну уже хер сиди, блин. Я свои фразы, честно, не помню, но я помню, что Никита Waterfalls крикнул бандурке что-то, пиздец свой Волгоград обратно или что-то такое. Охренеть. Что-то такое там жестко. Что-то гопота ебаная, там что-то такое даже кричали. Не, ну вы, конечно, сильные. Ну там дико было. Вот это, знаешь, как звери реально там были на той игре. И они причем начали отвечать, там не поняли, что за фигня. А мы думали, они еще отвечают, там типа, что они охерели с первой карты, там начали кричать, еще отвечают. Мы еще жестче начинаем орать, там лютая, короче. Слушай, ну вы долго там усыкались, когда вы поняли, что XO вас обманул? Слушай, да было не смешно, как бы ребята сидят в отеле, проиграли нам матч, и им еще такого наговорили, они там сидят грустные, как я могу радоваться после такого? Я подошел, ты извинился перед пацанами, потом, конечно, в номер зашел, в отеле поугарал, очень дико. Я 15 минут, наверное, в номере сидел. Ну расскажи, угорал, как 18 думаю. лет отмечаешь поездку в Америку? Вы отмечали, как-то бухали? Мы, по-моему, в каком-то просто ресторане посидели, вот и все. И приехали просто потом по номерам и полетели домой все. Я знаю, что у Радостная вас очень. была дикая радостная история в Атланте, когда вы там выиграли, что вы там, ну не знаю, можно об этом говорить или нет, но вы там, я знаю, оторвались очень хорошо. Ну-ка, расскажи, как мы оторвались. Ну, я слышал, что там и девочки приезжали, и была движуха, короче. Нет, Я такого знаю- не было точно. Не было, да? Ну ладно, значит, мне показалось. Ну ладно, давай так, если ты говоришь про общую всю команду, я в таком не участвовал, за себя скажу. Я в таком не участвовал. В Атланте именно. Хорошо, ладно. про Бостон Это не знаю, У про нас Бостон сейчас не не об знаю. этом, это я так немножко просто смешинки, раз мы так Ну я говорили. тоже Речь не об этом, подыграл. это такое себе. Ты мне скажи, потому что если
мы бы рассказывали и обсуждали все, что происходит. Ребят, есть закулисье некоторое, ну, не можем. Ну, Ребят, его достаточно много. все серьезные профессиональные игроки, ну вот, общаемся как бы о вот таких вот. И то, мне кажется, достаточно много интересного материала. Ладно, скажи мне, как вы готовились к этому мажору и что на мажоре? Ну тут ладно, тут залетел мув от XO, который вот сказал, что вас там обзывают, и вы там напряглись и выиграли. Что было там на мажоре? Потому что, честно сказать, ну, решающая игра была Small Sports, этот легендарный камбэк на трейне. Да. Слушай, ну смотри, готовились мы к мажору так, мы просто сидели на 2-месячном буткемпе. Вот, мы тупо, да, задротили и даже там какие-то минимально играли турниры онлайн, чтобы даже не турниры там играть, на которые нас приглашали после того, как мы на мажор вышли, там инвайтов куча посыпалось, знаешь, на всякие там, как сейчас там лутбейтики всякие есть, еще какие-то турнирчики. Вот мы от всех отказывались, но, по-моему, согласились на один. И там, короче, проиграли ЕПГ, прикинь. За 2 дня до вылета на мажор проиграли ЕПГ. Хучу, я помню, как я лег на диван, просто это по центру такого огромного зала, где у нас стояли компы, я начал плакать, говорю, пацаны, мы едем на мажор, мы проиграли Хучу. Я говорю, как мы могли так сделать, у нас через 2 дня мажор. Вот, и потом Жимка подходит и говорит, чувак, что ты плачешь? Мы все тут хотим тренироваться. Я говорю, да нихуя вы не хотите, почему я работаю, у меня такое чувство, что больше, чем все, вы не выкладываетесь. Я начал так, короче, ныть на всех нагонять. За 2 месяца, братан, буткемпа может там вообще с ума сойти, на самом деле, это тяжело. Вот, а еще тогда, короче, стикеры первый раз появились, со той стадии 24 команды, когда, и мы были в шоке, мы были первыми же, кто стикеры получил, типа, когда 24 команды, помнишь, раньше стикеры да, были я топ 16 помню, команд, а тогда топ-24 все такие, Кибифайр, стикеры появились, мы вообще там офигели, конечно, ну, типа, прикольно, что есть твои стикеры личные появятся. Вот. Но это тот момент, все говорили, что мы там приедем 0-3 сыграем. Ну и нас как-то это типа замотивировало, я думаю, каждого индивидуально, чтобы у нас был план, то есть выиграть одну игру, приехать, честно скажу. Вот, у нас приехать было выиграть один матч, вот этот один, но мы должны были его выиграть. Да мы приезжаем, первый соперник, я уже не помню. Вы, первая игра с вами просто у нас, Инферно. Да. Мы такие думаем, вот он шанс. Пободаться. Наши попались, Саня, наши, да. Саня, Даня, Егорчик, который мне, кстати, понравился. Я на московском лане тогда с Егором еще успел познакомиться до этого. Я думаю, какой крутой чувак, хочу с ним в команде играть. Вот, будет цель всей моей жизни сыграть с ним в команде. Думаю, он такой приятный в общении, он так жестко стреляет, думаю, просто выходишь на лане просто с любой позиции одна, с любого оружия, с дигла. Ну и потом, короче, мы с вами играем, я помню, первую половину что-то жестко, плотно у нас борьба была на Инферно, 8-7. Вот, а потом мы переходим за вторую сторону, и нас просто 8-0 так, и все, оформляют. Я такой, понял, думаю, ладно. Из-за тебя исходит какая-то энергия, это просто кайф. Я помню просто это время, это было, знаешь, типа, ну это легендарно, то, что запомнил. Это были 2000-е, блядь. Я помню то время. Я помню. Да. Ты понимаешь, что ты вообще какой-то везунчик? Ты понимаешь вообще, как судьба тебе подарила такое счастье, что ты просто вот степ-бай-степ, да, то есть вот так вот шел, и все, вот у тебя... Ладно, расскажи, как вы выходите, когда вы выходите в топ-8? Вообще, во-первых, что происходило в TeamSpeak с игрой Small Sports? Кто не знает, ребята, это была игра на счете 2-1, и если бы вы выигрывали, вы выходите в плей-офф топ-8, если вы проигрываете... Если проиграем, то 2-2, решающий матч, там неизвестно с кем. И там могла бы быть жопа. Да. Ну, конечно. И вы проигрываете первую половину 13-2? Да, 13-2. Mouse Sports, какие-то Кибифайр непонятные, которые проиграли ЕПГ перед мажором. Приехали, отлетели уже от нас, у кого-то выиграли, но тут они проигрывают 13-2. А Mouse Sports... Гамбит и Virtus.pro мы еще выиграли на то время. Mouse Sports Уже. Это команда, которая на трене считались очень крутыми. Ты помнишь, они могли там вообще раздать. Они выиграли 13-2. Что происходило в TeamSpeak за КТ, когда вы камбэчили? И вообще... Какие эмоции были? Когда счет был 13-2, мы переходим за КТ, такое молчание и, знаешь, такие ухмылки, то есть никто ни на кого не мошнит вообще. Вот не было такого, что кто-то кому-то плохие слова говорил, вообще такого не было. Просто все молчат и понимают, типа, вот это нам дали пизды. Вот. Таким взглядом. И потом XO такой включается, говорит, ребятки, такой спокойненько такой, ребятки, говорит, давайте попробуем. Вот просто доверьтесь, нам нужен пистолетный раунд. А потом играем от Оскара. Где Оскар? Туда идем все. Типа он за атаку, где зумится, слышите, все, сразу идем. Они играют под Оскара. Мы такие, типа, ну давай попробуем. Вот, и что-то берем пистик,
Вот, и начинается так за раундом, просто говорим, все, давайте, парни, пытаемся. Думаем просто про каждый раунд отдельно. И мы набираем там раз, два, три, уже счет ближе. И мы начинаем, знаешь, ты уже видишь там 13-11, и ты думаешь, вот оно, сука, они еще раунда не взяли, им целых 3 нужно, а нам уже 5, а мы уже взяли там свои 7 даже, 9 уже взяли. И думаю, вот это шанс. И там просто крики нереальные, я не знаю, там как будто демоны лезут, знаешь, из человека каждый раунд просто там да, там. Они уже паузу раз ставят, паузу 2 ставят, 3. Мы такие, все, пацаны, они на измене, не знают, что делать, они уже с галилами бегают, вообще вверх-вниз падают, там не понимаем, мы их загоняем. И я в голове думаю, там счет был 13-13, короче, мы выиграли раунд, что-то я вверх-низе 2 убил, я думаю, ну чего, с лестницы поубивал с АВП, он там залазил, короче, когда они за-то играли, с АВП Я помню. на зуму херачил. Вот, я такой думаю, вот это карма. Издевался. Все, сейчас фокус, и последний раунд, там, я не помню, Квик раздается по 250 жестко. Просто нереально. Короче, 24 в 4, он один на Б, и просто залетает на самый центральный вагон на Б, планете по 250 и бежит тупо вперед вообще. Я не знаю как, но он просто убивает одного, второго, и там инфа 4 в 2. Потом его убивают, там 2 в 1. И я, короче, в такой ситуации оказался, что бомба в дефолте стоит, и не знаем, где мы последний тип. Я нажимаю дефить, и у меня тупо яиц не хватает дефить до конца, я отпускаю и ищу его вот так вот. 15-14, счет мой 2 в 1. И я его убиваю, и как бы все уже радуются, я вообще не понимаю, как мы это выиграли, что вообще происходит, знаешь. И я тупо вот так вот, как робот, сижу, вот так вот на Е нажал и бомбу дефаю 5 секунд, и вот так вот держу кнопку. И думаю, вообще, что происходит? Там все радуются, там просто сцена, блядь, я думаю, провалится сейчас. Там все прыгают, а я бомбу дефу и думаю, мы в топ-8 вышли. А спланировали одну игру выиграть там, еще в прошлой стадии. Ну, это было нереальные эмоции, я не знаю. Мы тогда приехали просто, и я в таком хорошем настроении не помню вообще никого из наших ребят. На то время это было, типа, самое крутое, что произошло. Да до слез прям радость. Некоторые были даже, может быть, знаешь, в своих номерах там поплакали от счастья, не знаю. Но я помню, как все звонили там своим родителям, там кто-то говорил, что вышли топ-8 и так далее. То есть были все счастливы, все мы об этом пытались рассказать там своим близким. И... Кому ты позвонил первым? Я позвонил маме, я помню. Что ты вот, сказала? написал. Ну, маме я сказал, мы в 8 лучших команд вошли уже на чемпионате мира. Она что сказала? Ну, она просто написала нам, типа, что я молодец, и мы можем дальше, она написала. Там потом попались мы. Снова. Да. Я помню, кстати, историю, как мы договаривались хайпануть на мажоре и сыграть первый пистолетный раунд 10 диглов, и Электроник сказал, нет, что это за фигня, не надо, помнишь? Да, я помню. Ну, было бы я не помню, прикольно, кто кстати. сказал, но я помню, что мы отказались. По-моему, Денис сказал, типа, да не, не буду, я не помню, может, Саня тоже сказал. Какое у вас было отношение? Вы не верили в победу или что вы думали в тот момент, когда мы попались против нас? Слушай, я на тот момент, знаешь, когда мы вышли уже вот именно во вторую стадию, да, когда мы там перед игрой с Virtus.pro, Gambit, Small Sports, G2, вот уже настолько чувствовалось свободно, что ты уже не боялся поиграть. Вот мне кажется, во второй стадии мы выиграли Virtus.pro, Gambit и Small Sports за счет того, что нам пофиг уже было на результат, какую мы игру покажем. И действительно, вот вторая стадия, она так пролетела просто на кураже. А когда мы с вами уже попались в плей-оффе, мне кажется, все начали верить, что ого, мы что, можем турнир выиграть? И когда вот такая мысль появилась, мы зажались и как бы, не смогли вот этот кураж против вас показать. Ну, во-первых, вы, не знаю, подсознательно мы понимали, что вы как бы нас просто не считаете даже за игроков. Не знаю, как бы один регион, вы понимаете, что вы сильнее нас, и если вы сделаете все круто, как бы вы нас выиграете. Но я помню, пистолетный раунд начался, что Квик дает эйс, тупо 5 убивает Квик. Мы там жестко кричим. Начинается форс-бай просто. Потом Егор с Дигла раз-два, Саня со скаута раз-два. И все. И сидишь уже в полном тилте. Да, там это же против вас Егор рекорд какой-то поставил, будь здоров. Да, он сделал там рекорд мировой на мне. Ну, теперь ты играешь зато с ним в команде. Это круто. Что вообще случилось после мажора с организацией Cubifire? У вас там были проблемы, вам там деньги не выплачивали. Кстати, вам выплатили деньги? Не они, но выплатили. Выплатили. А что случилось? Почему у вас отношения испортились и почему команда такая развалилась в итоге? Слушай, ну тут две стороны. Скажу сейчас сначала про организацию, Да. потом про игроков. С организацией была такая договоренность, что как бы контрактов нету, все на добром слове. Вот. То есть они такие, ребята, мы же как бы с вами семья,
мы хотим одного и того же, зачем нам контракты. Вот, у нас было 2 ЦЕО. Вот, и один говорил, что давайте подпишем контракты позже, другой говорил, да, типа нафиг нам контракты. Вот, было так. Ну, мы такие, окей, и поехали на мажор. Потом, когда мы заняли топ-8 мажора, они охерели вот. уже и вас встречали вот, с контрактами. они офигели, да, они там вообще, вот. Мы там выиграли $35 тысяч за 5-8 место, и чтобы не соврать, на то время, я думаю, сейчас уже инфа это, в принципе, не актуально, но тогда $60 тысяч получили за стикеры командные, вроде бы, около того, там, около 60 тысяч. Да. Ну, короче, там около $100 тысяч за призовые со стикеры было. Вот, и эти деньги мы, скажем так, именно от наших ЦЕО не увидели. Вот, А они, от кого то вы есть, их говорили, увидели? что банки не идут, типа, все там заморожено, ничего не доходит, а мы пишем чуваку с Е-лиги, Минсик, вот такой был админ, без помощи, Минсик, такой азиат. по-моему. Минсику, да. Минсик, ну. Вот мы пишем, типа, слушай, а типа, когда деньги там будут выплачивать за турнир и так далее? Он такой, типа, а мы уже перевели все месяц назад. И мы такие, типа, стоп, что такое? Вот, и мы как бы понимаем, что нас откровенно наебывают. Это грубо, но это было так. И украли просто деньги, походу. Мы насчет зарплаты, они в итоге потом выставили так, что мы их шантажировали, типа, что либо зарплату нам платите 2 500, поднимайте с 500, либо мы уйдем. Мы такого, во-первых, им не говорили. У нас было куча предложений от других организаций, куча. Реально там 3-4, я не буду сейчас называть организации, наверное, лучше, но были, короче, где условия были лучше, там 3000 евро предлагали зарплаты нам, там 2 500, 2000, буткемпы там в разные страны, все там, ну, получше условия. Мы сказали, типа, ребят, нам предлагают другие условия, поднимите нам зарплату, ну, хотя бы до 1500. Вот, типа, мы хорошо реально выступили, мы надеемся, что вы сможете найти спонсоров. Они такие говорят нам, ну, давайте, дайте нам 2 месяца, мы постараемся найти спонсоров. Мы такие, ну, хорошо. В итоге, мало того, что через 2 месяца ничего не поменялось, но нам еще за эти 2 месяца, короче, даже по 500 не выплатили. Не, ну парни вообще молодцы. Тут мы понимаем, как бы. короче, все нечисто, и игроки, короче, параллельно с этим мы тренируемся, у нас идут онлайн-чемпы, и морали как-то мотивации нету. То есть мы понимаем, что у нас просто украли деньги, что нам не делают лучшие условия, что как бы нас просто морозят. Вот. И как-то игроки начали после этого, знаешь, уже не с таким желанием, не с такой искрой подходить к своему делу. Мы начали уже действительно всем проигрывать. Того куража, который был на мажоре, уже не было. И чем закончилась эта история? Закончилось тем, что появилась организация Winstrike, которая заинтересовалась в выкупе Cubifier, вот, состава нашего. И нас хотели продать за 10 миллионов рублей вроде бы, что-то такое. Но Winstrike, ЦЕО Ярослав Комков, он на то время не знал, что у них есть долги перед нами. Вот, и когда мы сказали, что типа у нас есть еще долги не выплаченные, у них есть перед нами, они такие, так, ну выплатите долги, тогда мы их выкупим у вас. Вот, а потом они узнали, что и контрактов-то с нами подписанных нет, и что у нас можно просто так. Вот, но в итоге мы ждали, пока они нам выплатят еще, они морозили, говорили, да все, сейчас и спонсоры будут, и все будет. Потом, по-моему, 1 месяц, по-моему, какой-то был, реально 1 месяц, когда они нам выплатили 1,5. Каких-то спонсоров нашли, по-моему, какая-то компания букмекерская или что-то такое, выплатили 1,5, да, но потом перестали, короче, платить. Вот, и призовые также не прошли, уже там полгода прошло, призовые все морозят. Вот, и, короче, мы понимаем, что они нас ничего не выплатят, нас начали игнорить полностью, то есть не платить зарплату, и Winstrike как бы решили сделать так, что они нас забирают бесплатно, потому что контрактов нету, и если, скажем так, они выплатят долги за них, нам, то они потратят половину суммы, которую они планировали потратить на наш выкуп. То есть, короче, Winstrike закрыли просто, не знаю, поступили по-людски с нами и реально закрыли те долги за Cubifier ЦЕО 2, которые украли деньги. Короче, закрыли за них и все. И за этим все закончилось. Какую зарплату Winstrike предложили? Ну, могу сказать, что это было... Нас устраивало более чем, могу сказать. Если в цифрах, ну... могу сказать так, от 1,5 до 3 вот так было. Могу назвать промежутки. Я понял. Нормально. Не, промежутки это идеально, потому что мы же понимаем, что есть контракты, условия неразглашения и все остальное. Вот, да. Ну, мы почувствовали себя в новом доме, потому что нам сразу предоставили буткемп, были спонсоры и была уже более... Winstrike вообще крутая организация? Вот Winstrike крутая организация?
Да, я думаю, это хорошая организация. То есть для меня, как бы, я от них ушел, но, знаешь, как старый дом такой. Ты говорил, что вы... Во-первых, какой состав изначально был в Windstrike? Полностью как Cubifier или... Да, полностью тоже состав, как в Cubifier был. Смотри, то есть у вас, получается, появляется крутой дом, да? Да. Сильный тыл, вам дают бабки. Все, что мы просили, все, что мы хотели. Все у вас получается. Вот. Почему вы развалились? Почему не смогли пойти дальше? Скажем так, вот, короче, был важный промежуток того момента, пока как раз вся эта фигня машина с организациями была, Да. как я говорил, что вот эта уверенность, которая была после мажора, она попросту исчезла. И за это время мы успели проиграть всем, кому только можно было, всем командам, которые даже не участвовали на мажоре, которые я считал, что мы должны обыгрывать и как-то найти стабильность. Но все потеряли, ну, не все, ладно, не буду говорить за всех, но чисто мое мнение, почему у нас пошли результаты вниз, потому что игроки просто некоторые перехотели играть, стали меньше работать над собой. И опять же... Это из-за денег или из-за чего? Да я думаю, просто из-за того, что вот эти, да, проблемы были с деньгами. То есть, ну, всех это напрягало, и они как-то больше об этом думали уже, а не о работе, как бы, которую нужно проделывать. Но мне кажется, опять же, то, что мы выставили топ-5, топ-8 на мажоре на тот момент, не давало нам права думать, что мы сейчас просто в тир-2 даже закрепимся. Понятное дело, что если мы будем работать, у нас есть потенциал там, ну, вырасти в хорошую команду. Вот, но мы не пошли по этому пути. То есть мы вроде бы играли, но ничего не получалось. Потом мы поехали на мажор, проиграли там 0-3. Вот, и Квик сказал, что он хочет уйти из команды, ему не нравится атмосфера, как он играет, типа, его роль. То есть он не может себя найти в команде. Как я тогда вот ушел из ЕПГ, вот примерно он то же самое сказал. Вот, и было решение организации посадить всех на лавку. Я подошел к менеджеру и сказал, что, короче, я хочу стать капитаном. Потому что, ну, не знаю, мне на тот момент казалось, что это будет профитнее всего. Вот, я чувствую, что я смогу колить и убивать. Появилась такая организация решение, что всех сажают на банку, оставляют меня одного и набирай состав, какой хочешь. Можешь возвращать игроков, которых мы посадили на банку, можешь кого-то покупать. В тебя поверили, грубо говоря, да? Да, мне дали полный карт-бланш. Вот, на тот момент я ставил XO, ставил Квика, взял Вейлендера, World Edit и Норберта, но двух игроков я не смог получить, которых я на тот момент хотел. На тот момент я могу сказать, что хотел купить Мира и хотел купить Моу. Моу. Да, Моу и Мира хотел купить. Почему именно Моу? Ну, на тот момент мне казалось, что это крутые игроки, с которыми я хотел бы поиграть и которые, ну, дадут стабильность моей команде, научат меня чему-то, и я буду учиться вместе с ними. Вот. Но там не получилось на уровне организации решить этот вопрос, то есть либо там огромные были выкупы, либо их вообще не продавали. И на тот момент у меня, я помню, предложение было еще от Gambit. Когда Windstrike мне дали карт-бланш, мне сказали, типа, мы тебя зовем тоже, не хочешь, типа, к нам. Но я отказался. Смотри, у нас интервью достаточно, мы много чего обсудили, чтобы оно не было сухим, давай по чуть-чуть действовать, идти дальше, да, то есть, потому что есть еще некоторые вещи, которые надо обговорить. Но вопрос номер один, как ты считаешь, чего не хватает сейчас молодым командам, что ты можешь посоветовать и вот на своем примере, может быть, да, которые посмотрят интервью, послушают молодого капитана, который попал достаточно быстро в Нави, но вначале ответь, что ты посоветуешь молодым командам? Стараться и просто уделять огромное количество времени. Это звучит банально, но человек, преданный своему делу, который достаточно времени уделяет и хочет этого, и засыпается с мыслями об этом и просыпается, он рано или поздно добьется результата, как бы он этого не хотел. Жить игрой, да? Да, просто жить игрой. Нави. Когда ты узнал первый раз, слушал, почуял, повеял ветерок в сторону того, что ты можешь попасть в Нави? Когда ты первый раз это узнал? Была ли у тебя мечта попасть в Нави? Скажем так, я думал в какой-то момент, что меня могут позвать. Как раз, когда мы на Windstrike, я уже новый свой состав собрал, мы вышли на мажоре, а потом думал, блин, ну я зарекомендовал себя, но я, конечно, как бы в своей роли ИГЛ, но в Нави могу, готов пойти как бы на любую роль, вот, для меня, потому что Нави всегда это была той командой, которая участвует на всех самых крутых турнирах, путешествует по странам, в принципе, каждый месяц лан, и для меня это было вообще очень круто. Я понимал, что там как бы и условия зарплаты, и бренды, и популярность, все, ну то есть это... Не знаю, вот все, что есть, только да, самое лучшее там как бы там. Вот, и игроки как бы сильнее, опытнее, и просто хотелось играть с сильными игроками и стараться выигрывать чемпионаты мира. То есть мажоры, которые Нави могли кучу раз выиграть, но, к сожалению, не предоставилось такой возможности. Да. Тоже грустная отдельная история.
Ну и что, когда ты понял первый раз, когда тебе пошел такой запрос, как это было вообще, расскажи. По-моему, мне написал что-то Андрей Блейд, что вот мной интересуется, и там какие-то там дела обстоят в команде, что там сейчас какие-то разборки, там турнир у вас был, когда вы проиграли, по-моему, Героикам в Монпелье. Вы не вышли, вот что такое, это, по-моему, ESL Pro Лига, может, какая-то была. Да. Вот, и мне говорили, что там какие-то разногласия в команде, и может сейчас что-то будет, и меня могут позвать. Вот, как-то это было так. Что, ты почувствовал что-то, какую-то радостную нотку, какую-то что-то было? Ну, я подумал, типа, вот это сейчас будет интересно, я думаю. Вот, я наблюдал потом за вами на этом турнире, понимаешь? То есть я такой думаю, блин, а для меня лучше, чтобы вы выиграли или проиграли, я думаю. Логично, что Вот, проиграли. я такой, вы проиграли, я думаю, блин, ну вообще, как бы я такой, знаешь, не радовался, что вы проиграли, но я подумал, блин, ну если вы проиграли, и если у вас какие-то там разногласия в команде, то я думаю, у вас сейчас, наверное, еще там более жопа какая-то начинается от того, что вы еще на финалы не вышли. Боялся, что тебя Ярик мог не продать и не отпустить? Я думаю, что у меня появилось это на какой-то период, но вообще, когда я пришел в Винстрайк и собирал вот свой состав, я сказал, типа, Ярослав, если меня позовут в Нави, пожалуйста, не держи меня, вот, типа, дай мне уйти, потому что, как бы, если ты меня не продашь, то, поверь, я работать, типа, не стану и выкладываться, как я буду это делать, как бы, ну. Но я был уверен, что, как бы, ну, я не пытался его запугать, да, а пытался, как бы, сказать, что если у меня будет предложение, там, карьерного роста, то, пожалуйста, как бы, дай мне этот шанс. Вот, и он сказал мне тогда окей. И там, конечно, шел месяц переговоров, это было все тяжко очень между Винстрайк и Нави, потому что там реально в какой-то момент мне сказали, что все, меня там не продадут, загнули какую-то цену там вообще нереальнейшую, которую там сейчас за Саню Симплу могут некоторые там попросить. Ну, я знаю, за Саню сумму. просят больше миллиона, за тебя 500 тысяч загнули, нет? Ну там что-то, мне там говорили, что меня могут цену до ляму поднять за меня. Я такой, вы что, вообще? Я как бы понимаю, что за меня такое не отдадут вообще. Вот, я такой говорю, вы что, мы же договаривались. И потом в какой-то момент я просто встретился с Ярославом, и он мне сам напомнил мне слова те мои. Он говорит, Кирюх, ты же помнишь, я тебе говорил, что я тебя не буду держать, мы договаривались. Я сказал, да, помню. И он такой, ну все. И похлопал меня по плечу и говорит, типа, был рад с тобой поработать, и буду рад, если поработаем снова. Я сказал, что... Я ему ответил такие слова тоже, типа, что спасибо огромное. И киберспорт такая штука, что, возможно, мы действительно еще встретимся через какое-то время. Потому что я уходил в Нави, и я не знал, как все будет. Типа, все могло быть по-разному. Меня могли потестить, кикнуть. Ты общался с родителями, ты рассказывал друзьям об этом, как это, кто-то вообще было какое-то такое большое событие или нет? Да, рассказывал родителям. Но вообще, как бы, понятное дело, что родители, как бы, это, знаешь, святое, и они всегда тебе хотят лучшего и так далее. Они мне говорили там в какой-то период, там, и оставайся, лучше не подставляй команду. В какой-то говорили, и уходи, там. А вообще пацанов бросать было обидно в тот момент, потому что Камбуш неплохо уже играли тогда. Было обидно то, что минор на носу был, и я подставляю команду, то есть так ухожу перед закрытыми квалами на минор, точнее. Вот, это было такое неудачное время. Я такой еще сказал, типа, а может быть, возможно такое, что я сейчас минор сыграю за Винстрайк, и если у нас там, ну, закончится он, то потом меня возьмете. Мне сказали, типа, либо сейчас, либо потом уже другого кого-то, может быть, возьмем. Вот, я понял, что нельзя упускать шанс, сказал, что я сейчас ухожу. Вот, а когда меня позвали, как бы думал я идти или нет, ну, однозначно для себя я всегда решение принимаю сам таки, и я понимал, что это шаг вперед огромный, который просто поменяет мою жизнь и даст путь к моей мечте. Когда ты пришел в Нави, сколько подписчиков у тебя в Инстаграме было? Может быть, около 25 тысяч, может, или 30. Что-то а сейчас сколько? Сейчас 260, 258, что такое. Это за год прирост такой? Ну да. Ну, нормально. Хороший прирост. Ну, не маленький, да. Ну, то есть это Инстаграм для меня одна из тех соцсетей, за которой я слежу, там вообще и сижу часто, что-то выкладываю, там какие-то истории. В последнее время там не часто, там, ну, потому что, знаешь, сидишь дома, играешь в турниры, когда особо контента такого нету, какого-то суперского. Вот, какие-то там иногда фразочки закидываю, на какие-то музычки, которые слушаю. А так, Инстаграм — это та соцсеть, за которой я слежу, и пытаюсь как-то ее развивать у себя. ВКонтакте для меня сейчас там особо не интересно, Твиттер, ну, такое тоже. Как поменялась твоя жизнь с приходом в Нави? Что ты почувствовал, когда ты пришел, и как вообще этот год, это самый насыщенный год, вообще как вот все, как быть в Нави?
Вот Ну, так вообще, резко. что поменялось? Да, вообще конкретно жизнь поменялась, потому что как бы больше путешествий по миру, другие условия, опять же, там, ну, тоже контракт, там, зарплата и зарплата больше, больше возможностей. И ты осознаешь, что как бы в своем регионе это лучшие игроки, с которыми ты играешь. Ты посещаешь все турниры. То есть вот твоя мечта, она как бы воплощается потихоньку. Ты играешь с более сильными игроками, у тебя налаживается жизнь там в материальном плане, ты начинаешь больше путешествовать везде, ты начинаешь быть популярным, то есть к тебе больше там пишут люди, больше подписываются люди. Ну просто ты становишься таким знаменитым более. Ты чувствуешь, что ты звезда? Вот ты гуляешь где-то там по, не знаю, там какому-нибудь торговому центру, к тебе подбегают фоткаться. Есть уже такое внимание? Появилось? Ну, бывает, да, конечно, подходят люди там сфоткаться в торговых центрах. Я там помню даже один забавный случай. Менял стекло на iPhone, короче, защитное. И там это 2000 рублей стоит. А чувак такой: Пумыч, давай сфоткаемся, я тебе за 1000 сделаю. Такой говорит. Я говорю, я могу сфоткаться, но можно и за 2. Типа, чувак, не обязательно делать скидку. Вот. Ну, это прикольно, забавно. Нет такого, что я прям от этого тащусь как-то или, не знаю, мне это прям важно, но это забавно, это дарит позитивные эмоции. Какая у тебя мечта вообще? Есть у тебя мечта? Была в Нави попасть? Сейчас есть какая-то мечта? Если брать цель конкретно киберспорта, то стать лучшей командой, выиграть не один мажор, а несколько. Вот, а так, не знаю, не люблю загадывать, знаешь, какие-то огромные цели там. Ну, как у всех нормальных людей, поиметь семью, там, детей в дальнейшем. А так я люблю жить одним днем и особо не загадывать будущее. В принципе, мы можем поговорить еще о Нави, говорить о том, что ты понимал, что ты в перспективе займешь мое место или ты можешь занять мое место, стать там капитаном. Вообще были такие мысли или не знаю? Да, я думал об этом, потому что как бы я понимал, что я был ЭГЛом в Винстрайке, я знал, был некий отбор игроков, которые могли попасть. Не только я как бы был единственным вашим вариантом. И выбрали меня, и я услышал такой, ну и подумал вообще, что из всех этих игроков, которые могли попасть на мое место, куда я попал, никто из них не ИГЛ. И я подумал, что возможно это как-то тоже связано, что в будущем мне придется стать ИГЛом. И я даже все это время слышал от тебя, там, перенимай опыт и так далее, учись, я там пытался тебя слушать тоже, и все игроки мне помогали. Ну, я, конечно, не знаю, честно, для меня, может быть, там это тебя расстраивало, слышал ты или не слышал, но я всегда говорил, что Денис, именно Денис Электроник, он больше всех мне помогал всегда именно в игре, пытался какие-то даже маленькие детальки замечал и пытался мне помочь развиваться. Я вот всегда выделял Дениса. Каких ты игроков смотришь для того, чтобы апгрейдиться индивидуально? Второй, как ты проводишь день без КС? Чем ты еще занимаешься? Я ни за кем не смотрю индивидуально, чтобы, не знаю, развиваться. Ты говорил раньше, что ты смотрел, тебе нравился Эдвард и Форест, по-моему, от тебя такое звучало. Да, но это были любимые игроки, то есть я сейчас индивидуально там за игроками демки такое не смотрю, это было раньше. Сейчас я просто обычно смотрю демки, макро-картинку, почему, как команда играет и так далее. То есть больше в плане как команду смотрю. Игроков я раньше смотрел, бывал, да. Но из любимых игроков у меня всегда был Ферза из-за агрессивного стиля игры. Я тоже, если ты помнишь, когда мы еще вместе играли, я любил рашить, просто говорил, Даня, не выпускай меня первым. Делал, да. Я выпрыгивал и говорю, Даня, я готов вообще в любую точку, говорю, выйти первым. Просто выпусти меня, я говорил. Вот, сейчас как бы, знаешь, ну чуть-чуть утихомирился, можно сказать. Ну тоже люблю, знаешь, такие йоло какие-то раунды, там, где я первый выхожу, тоже подстраиваю иногда под себя, потому что я чаще первым выхожу в каких-то, ну то есть тоже это как-то пытаюсь совмещать одновременно с командой. Как ты вообще индивидуально тренируешься? Ну командно понятно, индивидуально. Да, как обычно, имботс. Помнишь, я 50 тысяч ботов убивал в Берлине? Больше я так делать не буду. Ну, короче, просто дезматчик играю и все. И индивидуально, если честно, когда понимаешь, что стрельба на хорошем уровне, это не всегда зависит от стрельбы, потому что... Гранаты. Это микромоменты, гранаты, то есть тебе нужно еще выбрать правильную позицию, чтобы реализовать свои им и так далее. То есть это много. Каждый раз, когда видишь, чего-то не хватает, просто разбираешь ошибки, даже макро, которые ты видишь на праках, и из-за этого даже индивидуально увереннее себя чувствуешь. Также я сказал бы, что тренируешь индивидуалку, еще на праках проигрываешь какие-то позиции и так далее. Киберспортсмен на уровне вот Нави с таким темпом вообще жизни и тренировками, ты считаешь, можно иметь отношения или тяжело? Я бы не сказал, что тяжело, я бы сказал, что это специфически, просто как бы если девушка готова подстроиться где-то под парня и так
сказать, под такой график работы, то все будет хорошо. Ты говорил, что ты хочешь жить один. Ты живешь один сейчас? Нет еще. Ну вот планирую ближайший как раз годик. В 21-м начале как раз жить один. Ну, девчонки как раз, чтобы это, сейчас посмотрят интервью, скажут, молодой горячий собирается жить один, ну как бы жить с мамой, как бы втроем. Да нет, я давно могу жить один, просто пока нет такой, знаешь, нужды, но думаю, что просто пора как-то изменить свою жизнь и выйти из зоны комфорта, начать такую другую жизнь чуть-чуть самостоятельно. Короче, ты красавчик, супер, погнали Блиц. Топ-5 капитанов за всю историю CSGO. Ну пусть это будет Глейв, Fallen, пусть это будет Pronox, Зевс и... Кто? Пятый? Надо подумать. Я не буду говорить Бумыч, поэтому как бы... Не, я подумаю. Ой, да ладно, короче, я знаешь, какого капитана назову? Все, Джей. Ну, пускай. Я бы назвал Карика. Ладно, топ-3 Не, Керриган, да, кстати, это топ-3 лучших и худших тиммейтов. Флейми, Квик и Электроник, наверное. Худших? Пускай, получайте. Я думаю, это Вейлендер, Норберт и Бондик. Жесть, жесть. Извини за этот вопрос, если честно, он дурацкий, реально. Да, это жесть. Сейчас засрут. Засрут нахрен. А почему, ладно, почему они Вейлендер, из-за чего? Просто так пару фраз. Вейлендер, пум-пум-пум. Я рассказывал где-то об этом, что он не особо любил играть индивидуально, работать и проводил как-то свободное время свое, там, был геймером, играл там какие-то другие игры и не развивался индивидуально. Именно у него были проблемы конкретно со стрельбой, мы ему говорили: Ян, иди поиграй в фейсеты. Он говорил: мне это не нужно, я играю только с командой. Он играл только праки. Все. Это мне не нравилось, и я считаю, что непрофессионально было. Вот. Норберт, потому что, это больше, знаешь, я знаю, что он не обидится на меня, если даже посмотрит это интервью. Он был просто в тот момент, когда я с ним играл в команде, он был таким маленьким, импульсивным, горячим парнем, который иногда принимал решения. И был даже раунд один на мажоре, когда он на фулл эко пошел, отдал калаш, и я еле-еле взял этот раунд с Мак-10 клатч, поставил паузу и тупо минуту на весь зал кричал на него. Говорю: ты чё? Еще раз ты меня не послушаешь. Это единственный раз было, когда я в жестком рейдже кричал на своего игрока в команде. Отвечаю. И Бондик назвал... знаешь, честно скажу, к Владу никаких нету претензий. Он действительно всегда работал и предлагал там улучшаться и так далее. Просто не знал, кого третьим назвать, и назвал Бондика. Честно. Не, это вообще цирк. Хорошо, что мы разобрались. Он поугарает, потому что я не люблю выбирать худших и лучших тиммейтов. Я могу сказать каждому игроку вообще, который со мной играл, и что спасибо, потому что от каждого я что-то в любом случае перенял, какой-то опыт, и негативный, и позитивный. Я надеюсь, что никто не обидится. Это был рофл вопрос, тут это понятно. Такое. Скажи, топ-5 самых сильных рифлеров современного КС. В последнее время мне кажется, что Конфиг жестко стреляет. Сани Симпл, понятное дело, Зайву, Бризи мне нравится, и Егор. Егор, когда в своей форме и чувствует аим, он вообще может любого просто одну дать в любой ситуации. Если вы выиграете один из этих турниров, на втором хорошо выступите, Саня может стать еще топ-1? Я, честно, не задавался этим вопросом. Хочется, чтобы Саня, понятное дело, стал топ-1, но... Я думаю, для него, как и для команды, важнее просто выиграть 2 турнира. Сколько времени, ты считаешь, нужно Нави, чтобы сейчас закрепиться на первой точке ХЛТВ и вот там остаться? Как Астрали в свое время. На полгодика минимум хотя бы. Я бы сказал, что я не знаю ответ на этот вопрос. Потому что все всегда по-разному. И не буду давать какие-то надежды и так далее. И какие-то обещания фанатам, потому что в любом случае... Мы не только ради них стараемся стать топ-1, а и ради себя. И могу сказать, что мы стараемся это сделать как можно раньше. Хороший, достойный ответ. Кирюха, спасибо тебе большое за интервью. Это было душевно, реально. С тобой было очень приятно пообщаться по душам. Я не знаю, как оценят его фаны, которые посмотрят, да, любители КС, но... Сколько людей, столько и мнений. Я думаю, что люди, которые посмотрят это интервью... могут найти для себя какие-то и забавные истории, и забавные моменты, интересные моменты. И в любом случае будут те, кому это понравится. А если мы, знаешь, обрадуем и повеселим одного человека, то это уже не зря. Да, братан, согласен. Я желаю вам удачи, мы будем за вас пипец топить. Я хочу, чтобы вы выиграли хотя бы один из этих 2 турниров, реально. 2 это будет идеально,
надо как бы, знаешь, надеяться на лучшее, ожидать худшего, как-то так это Да, говорится. да. Поэтому, короче, лупасти. Ну и самое главное, наверное, раз такая ситуация, я тоже хочу посоветовать вам что-то тебе, как капитану, как лидеру команды, дожимать своих тиммейтов на победу. Это означает, что пока вы не получите первое место на турнире, не расслаблять булки ни на секунду, а наоборот. Наоборот, моя очень козырная фраза, и она срабатывала. Я всегда говорил, ребят, когда ты побеждаешь, даже если это best of five, вы в вашем случае ведешь в виталити, то помните, когда ты выигрываешь, ты все равно немножко расслабляешься или получаешь даже пускай эту уверенность. А команда, которая проигрывает, она пипец как пытается собраться, потому что это ее последний шанс. И она будет играть на пределе своих возможностей. И если вы в этот момент, как и было с Виталити, расслабитесь, она этим воспользуется, то потом у нее уже появляются шансы на победу более сильные. Поэтому не расслабляйтесь, дожимайте до конца. То есть если ты чувствуешь, что осталось чуть-чуть, иди умывайся, приходи, ори на пацанов и внушаем постоянно вот этим диалогом. Говорю, ребята, надо дожать, надо включиться еще сильнее, надо играть еще жестче. Это работает. Да, мы ведем по картам, к примеру. Я не знаю, как у вас, но если такое будет. У нас звучат такие слова, Дань, поверь, у нас звучат такие слова. Даже в ситуации, когда мы ведем по карте 2-0, и все должно быть типа спокойно, говорятся такие слова. Короче, я желаю, чтобы вы победили, чтобы вы дожали, Кирюха, и тебе продолжай в том же духе, у тебя все хорошо, ты только начинаешь свой, я думаю, большой профессиональный серьезный путь. И я очень жду, как и весь мир, когда закончится эта пандемия. Кстати, вот прошел концерт Басты, мы видели, и там уже как-то проходили люди, то есть их рассаживали там друг с другом. Ну, ползала, короче, было занято, то есть как-то там они надевали маски. Я надеюсь, что начнут проходить турниры на лане, может быть, в таком варианте, в каком-то, да, то есть конкурс. Погнали конкурс. Итак, смотрите, ребята, конкурс такой. Вы все знаете, что Кирилл, помимо того, что он крутой игрок и капитан нашей любимой команды, еще и веселый парень, который не прочь иногда попеть песню. У него был трек про то, как он всех разваливает в КСе. Предлагаю вам написать в комментариях припев для его следующей песни. У кого получится самый оригинальный вариант, тот и получит приз от нашего гостя. Ну а если мы сделаем выделим этот охрененный трек, я думаю, мы тебя, Кирюха, закинем, и ты как-нибудь на стриме или где-нибудь его зачитаешь, споешь. Поспорим, будет забавно, да, можно будет. Окей, ребята, пишите под закрепленным комментарием, который будет в закрепе, пишите там ваши треки, ваши припевы, ваши песни, чтобы Бумыч их зачитал на стриме. Также давай покажем, чтобы они ставили палец вверх, потому что мы делаем огромную серию турниров, ребята, поддержите лайкосом, чтобы больше людей видели это крутое интервью, я считаю, оно офигенным, 100%. Ну а что мы разыграем, что мы подарим? Нужно подумать, нужно подумать. Выдели что-то, но не жадничай, ты уже... Не, я не жадничаю, я думаю, наоборот, что-то интересное для Давай, людей. что-то классное мы разыграем. Короче, бейджик с выигрышной котовицы могу дать. Это рарный, как ты думаешь, айтем? Бейджик с выигрышной. Да, я думаю, Да. что нормально, но бейджик просто он не материальной больше ценности. Ну а там больше на самом деле красивый, он такой, типа... Он у тебя на есть этом это турнире рядом? прикольно Можешь сделали. показать? Могу показать сейчас. Ну вот, смотри. Бейджик с котовицами, с фоткой. Чувак, Не, ну давай думаешь? давай два приза. Давай этот и давай что-то еще. Давай там ковер или лучше мышку или футболку. Ну потому что бейджик это пускай получит тот, кто, сука, его хочет. Но они могут, не все будут бороться за бейджик. Ну окей, сейчас давай подумаем тогда. Ну посмотри, может быть, что там у тебя такое есть. Как-то запасная мышка, может, или там клава, или наушники. Вам же, блин, спонсоры девайсы дают. Не, это понятно, да. Это не проблема. Давай. Давай тогда бейджик, и пусть будет ковер с росписями просто и все, с моей росписью. Ну давай. Один ковер бы не взяли. Ковер с бейджиком согласны. Ковер Всё. с росписью и бейджик. Ребята, ковер с росписью, выберем 2 победителей. Кирюха, спасибо за интервью, это было круто, много чего обсудили. Есть какие-то вещи, которые мы недообсуждали, но нормально. Всегда все тяжело обсудить, Дань. Давайте, удачи вам, ебашьте. Все, пока, обнял, давай.